Раз, два, три, семь. Всем здрасте. Драконья кость. Начало. Вернее, ее продолжение. Гамгунс в эфире, собственно говоря. И это я. Шалом. Собственно, на экранах наш бурятский, лесбийский пчеловод. Потихоньку все должно раскачиваться. Па-па-па-пам. Twitch идет. YouTube идет. Идет. Сегодня намного быстрее, намного резче я запустился, чем как обычно это бывает. По 7 минут ожидания картинки. Так. Осталось вспомнить, на чем я остановился. Остановился я, кажется, на эльфах. Всех распидорасило. Вроде бы. О, кстати, там Лильк на заднем плане. Максим, чекни чаты, пожалуйста, все три. Пиши раз, два, три. А на Гудгейме 7. Гудгейм я все равно не вижу, но он идет. Я проверил, Гудгейм идет. Так, короче, не буду я больше мять сиськи. Начал я немножко раньше, чем планировал. Всего-то на неделю задержал. Ну, примерно, плюс-минус. Да, я, кстати, по-моему, в прошлую среду планировал Dragon Age. Вот. Но случился он сегодня. Потом переносил 2 раза, да, со среды на четверг, с четверга на субботу, с субботы на понедельник, блядь. Там на Твиче бот. Да, все вижу, все три чата вижу. Короче, не знаю, насколько сегодня вообще сегодня кто придет. Ну, где-то кто-то должен быть. В любом случае, потому что надо, короче. Я каждый стрим говорю, надо выливаться. И пропадаю на неделю. Вот. Короче, смысл в чем? Дай-ка я карту включу, чтобы немножко как бы это понимать. Что было в прошлом стриме. В прошлом стриме в Бриселианский лес был поход, где был выбор помочь товарищам эльфам, собственно, комрадам, соотечественникам, можно так сказать, потому что у нас же лесбуха эльфийка, хоть и недолийская, но все же. Вот. Где был выбор помочь эльфам, либо помочь оборотням. Я выбрал оборотней, потому что оборотни лучше эльфов. В любом случае, потому что, по крайней мере, в армии, которую наша, я не помню, как ее зовут, Педрилия, да, вроде, блять, давай посмотрю, слушай, как я обозвал нашу лесбуху, да, именно Педрилия. Так, надо шлем, наверное, какой-нибудь одеть. Что в диалогах-то его все равно не будет, а так хоть. Ух ты, ёпт, глазище. Вот, собственно, вот и оборотня присоединились. Жду твоего приказа, страж. Что по звуку? По звуку что? Вроде все должно быть. Нет, пожалуй, не хочу. Вроде Они все должно быть хорошо, но могу погромче сделать. Я на прошлом стриме специально русскую озвучку включил. Спасибо, страж. Может, тебе охота потому что я заебался читать. Шлем за надом. Пускай будет шлем. Пускай. Так, и... подожди. Нужно навыки. Что-то нужно вкачать. Что... Не знаю зачем, но я коплю это очко. Видимо, пригодится. Так, автоматический левел-ап я поставил вроде бы всем, кроме собаки Ануса. Так, и кроме Стена.
Ну, его все равно одевать, мне кажется, придется в любом случае. Так, а у него... Ага, ага, ага. Все. Так, следующая остановка. Следующая остановка, кажется, Морозные горы. Подожди, подожди, я никуда не хочу идти. Еще. Я хотел глянуть карту для начала. Нет, не карту, а... Дневник, блять. Дневник, Мор. Эрл Рэдклиффа, предположительно, он должен помочь башне Круга Магов, но там сейчас лютый пиздец происходит. И как раз Арзамар подземный. Вот, можно пойти туда, можно еще премиальный контент, но это попозже. Сегодня я этим не хочу заниматься, как-нибудь потом на DLC заглянем. В общем, горы. Здорово. Здорово, привет, привет. Это у нас YouTube. Здорово. Как дела? Тем временем все-таки пойду. Морозные горы. Так, по классике Мориган, Алистер и Лилька. Погнали. Морозные горы. Чё читер-то? Ну... Ты со своим Vice City все не успокоишься. По-другому я ее не пройду. Сир, я принес новости. Умолкаем. Анны требуют, чтобы вы Ставка. отказались от регенства. Я слышал, они собирают войска, как и твои союзники. Похоже, гражданская война неизбежна, несмотря на нашествие порождений тьмы. Жаль. У меня есть еще одна новость. С второго... Похоже, Блядь, в битве ладно, при Максим. Астагаре погибли не все серые стражи. Не знаю как, но они будут действовать против Следующий вас. стрим по этому... Я нашел способ Vice уладить City я буду кодами пользоваться. это Ладно, дело. говори. С вашего позволения. Антиванские вороны приветствуют вас. О, во, сейчас этот... Убийца? Для борьбы с серыми стражами Гомоса нам к нам понадобится лучшие. подошлет вот этого И эльфа самые Гомоса, дорогие. который любит Просто сделай это! туфлю. Нанял Херлагейн, антиванского ворона. По всей видимости... нет, подожди. Нахера нам этот нужен... Что у тебя есть? Так у тебя есть деньги, странница? Все дороги в Арзамар перекрыты, и старый Тегрин может продать тебе что-нибудь со скидкой. Прекрасное Что-нибудь со оружие и скидкой. доспехи А у гномьей меня вроде работы. бы есть. Все, мне ничего не надо. Напоминаю то, что я вообще планирую по основному сюжету пройтись. На всякие вот эти побочки я отвлекаться не хочу, потому что это очень много времени займет. Просто, ну, примерно в районе 100 часов. Я как бы не так давно-то для себя... Я сначала перепрошел полностью вдоль и поперек эту драконью кость до того, как начал планировать по ней стрим. Вот. Чтобы, ну, потому что, чтобы в памяти себе все это дело освежить, чтобы я не тупил. Боже, Я уж думал, что стража Ты. тут как-то не появится. Нет, отмену, хватай! Наемный убийца. Подожди, а где этот ворон? Он же сейчас... Его, кстати, можно завалить, либо... Подожди, а он точно напал или нет? Нет, это не... Вот, можно его завалить, а можно в команду как бы взять себе. Вот. А что случилось? Игра, почему ты так делаешь? Как кажется, она вылетела. Да. Верфаулт. Верфаулт.
Сука! Ты прикинь? Ты прикинь, что происходит? Эта срань вылетела. Ебучка, блядь. Так, все там запустилось вроде, да? Да. Все вижу. Блин. Интересно, ну хорошо, то, что недалеко я ушел от сохранения. Так, вот, да, прям вот как раз она сохранилась на морозных горах. Блять, чё он дребезжит, я не пойму. Харт там опять что-то думает с этими ошибками. Странными. Какая жесть просто. Какие отчеты об ошибках, блять. Я надеюсь, она больше не вылетит. Погнали. Что, Винси, блять, поставлю я твою сраную десятку когда-нибудь, но не сейчас. Когда в Детройт захочу поиграть, тогда поставлю. Но я не хочу пока в Детройт играть. Я уж думал, что стражи тут так и не появятся. Привет, Антейрный Лагейн. Хватай их! Вот, в Телеграм... А, ты настроил, Максим? Максим, ты настроил Телеграм? Его можно уже будет в эти, как они, херачить? Как следующим стримам в описании. Не можно. Ты сам напросился. Чё со звуком? Чё, ни одного эха? Или меня глючит? Так, нет, вроде все правильно выставлено. Лучше б ты убрал, пока не поздно. Да почему такой дамаг маленький? Просто невероятно маленький. Расчленёнка подъехала. Гони их! Так вот, и я все-таки надеюсь. Сколько крови. Только узнал, что он работает, так и сказал бы. Я бы помог. Я бы это самое сделал бы. Хорошо. Вот, и на следующей неделе я планирую Одиссейского Осусина. О, наемный убийца. Припарка, не нужна она мне. Одиссейского ассасина, образовательный, так сказать. Послушаем, что они собрали там вообще в целом. Хвала создателю. Мой брат с семьей уехал. Какую информацию, там вроде куча исторической информации, то есть как греки воевали, как это самое, в тогах на голый хуй ходили. В это время прочее. никому не дозволено входить. Король Лагейн Там взывает будет к верности сообразовательный. ваших деширов или лордов. Про Или кто там древнюю у вас Грецию. в совете? Слушайте, заодно я Я мысли про уполномоченный Одиссея посол скажу короля. вообще. Да будь ты хоть задоподтиральщик короля. Нельзя в Арзамаре Вчера я никому, кроме закончил местных, его полностью. пока с Ушло королем у не меня прояснится. почти 130 часов на него. Вот, я его ближе к ночи завершил. Почти 130, там 126 или 124, 125 часов, по-моему. Вообще, на полное прохождение абсолютно все задания, ну, кроме самогенерируемых, все острова посещены, все DLC, все, блядь. Ну, все вопросы не стал посещать. Ну, это ладно, это я, короче, в стриме уже по Одиссейскому ассасину расскажу. Сегодня у нас Драконья кость, в смысле Dragon Age начало. Продолжаем. Да будь ты хоть... Как? Задопотирщик короля. Нельзя в Арзамар никому, кроме местных, пока с королем не прояснится. Так, а что с королем? Па-па-пам. У меня срочное дело, А к у вашему кого не королю. срочное?
Если уж меня не пускают, то никого не пустят. В Арзамаре нет короля. И 3 недель не прошло, как Эндрин и Дукан вернулся к камню. Не вынес потери сыновей. В Совете уже дюжину раз голосовали. Так и не выбрали преемника. Если скоро дело не решится, у нас будет гражданская война. В Вальгале больше собрали. Нет, я не имею в виду прямо сам сюжет. Там есть такая фишка, как интерактивный тур по Греции. Вот. Это она... Вот эта хрень к сюжету никакого отношения вообще не имеет. Это просто историческая справка. И я хочу как бы послушать под Пивкевича, естественно, под отважный напиток. Просто посидим, послушаем, порассуждаем, пообразовываемся. Самообразовываемся, так сказать. Вот, заодно говорю, вот я по поводу вообще сюжетов тоже еще мысли кидаю в топку. Вот. Так, короче, весь диалог опять проебан. В Совете уже дюжину раз голосовали, так не выбрали преемника. Если скоро дело не решится, у нас будет гражданская война. Я серый страж. Все. Мне нужен этот, Стражи мне убили нужны короля гномы в Кайланда. рабство. Из-за них чуть не Желательно погиб весь банальное. Ферелден. Они заклятые враги короля Лагайна. Что ж, это и правда королевская печать? Стало быть, только Совет может разобраться. Проходи, серый страж. Вы впускаете предательницу и чужеземку к тому же. Во имя короля Лагайна я требую казнить на месте это позорное пятно на чести Ферелдена. Это все потому, что я эльфийка? Чё, блядь? Так, запугать. Мотай к своему самозванцу с гномом ему не спеться. Тебе это аукнется. Король Лагайн тебя четвертует. Можешь войти в Арзамар, серый страж. Хотя и не знаю, кто тебе поможет. Пойдем посмотрим. Кто поможет? Кто-нибудь да должен. В итоге. Поиски старшины Бендера или что? И дневник. Так, Мор, само совершенство, это понятно. Вот, Арзамар. Поиски старшины Бандерлог, блядь. Поговорить с лордом Совета. С властью в Арзамаре полная неразбериха. Можно попытаться все это исправить, поговорив с Советом. Зал Совета расположен в Алмазном квартале. Ну, квартале. Пошли. В Алмазный квартал. Слушай, а бабки-то вообще есть? Есть деньги. Сколько? 22 золотых рубля. Итак, давай поговорим немного о твоей матушке. Интересно? Я не знаю, что можно на них купить. Сейчас нужно, наверное, в первую очередь подойти к кузнецу, что ли. Ну, гномы же отличные кузнецы. Так давай посмотрим, что они там продают вообще. Какой спермобак, блядь? Если в Одиссее, то да, он там выебать всех пытается. И детей, и коней, и баб, и мужиков, блядь. Или же, как сейчас, некто пытается совершить с помощью Совета государственный переворот. Кто знает, что мой отец говорил в свои последние часы жизни, когда рядом был только этот узурпатор, Харумонт. Прикажу бросить тебя в тюрьму. Ты откусила больше, чем можешь проглотить. Механики, отделите этих деширов в алмазных залах. Я не позволю Белину начать бунт. Не смей так говорить о будущем короле! Так, сколько? 7 часов. Нормально. Так, нужно поговорить, наверное, с этим товарищем. Да еще перед чужеземцами. Найду этого Мне с капитаном Бандерлогом надо пообщаться или что? Поиски старшины Бандерлога. Значит, Ты Бандерлог? Наземница. Вата и Тебе наземница. разгуливать по общинным залам. Ну давай без штучек. Страж ты или нет, а мне нужен порядок. Надвигается Мор, мне Это нужна наземные поддержка. трудности. Тут Гримара. тебя никто не выслушает. У нас даже короля нет. Если хочешь, иди попробуй докричаться до совета в алмазных залах.
Кучка деширов, знай, льют из пустого в порожнее. Беллин с Харроумон там недалеко от них ушли. А совершенных у нас нет. Так, мне разглагольствовать Да уж, давно пора. не очень хочется. Так, это срань... Нахер. Что это за запах? Гномья рвота? Подожди, не, а где алмазные залы? Подожди, в какую мне сторону? Где, блядь, этот старшина Бандерлог? Это таверна. О, в таверне можно, по-моему... Нет, не в таверне этого товарища. Кажется. Насколько я помню, а может и в таверне... Я много слышала о покоях королей гномов, но эти рассказы явно не отдавали Гном-алкаш, должного. где Так он странно, находится? В таверне, сурово, либо он но позже красиво. появится, когда на глубинные тропы соберусь. А ты видела этих очаровательных Какая-то маленьких страшная. зверушек, вроде свинок? В землю зарываются. Вот бы добыть такую и воспитать. Но их, наверное, сложно поймать и... Не обращай внимания. Я бываю такой глупой. Да, Пойдем. пошли. Я вообще хотел в этот, как он, зайти. Так, где... Так, во-во-во. Так, лорд Хельми. А с кем вообще нужно говорить-то? Я опять забыл. А, старшина Бандерлог нужен. почему к испытаниям допускаются Так, где беспокойный искатель приключений? Так, нет. Скоро... Невин... Нет, этого... Я не помню, как его, Хагрид или как, или не Хагрид. Либо он позже, скорее всего, появится. Подожди, а где... Резьба на полу, капитан стражи. Где, блядь, алмазные залы? Я забыл. Дагна. Простите, я... Уделите мне минуточку. А, ей нужно У вас это, вид как... не здешний. Я не знаю, на что это повлияет, но вроде ни на что. О, замечательно! Я всю жизнь ищу Там в конце кого-нибудь, только кто про нее по-настоящему скажут, знает типа она верхний мир. в это в Но кругу вы, магов наверное, не знаете. обоснуется, если Там ей есть помочь. такое... круг называется. Я уже несколько лет пытаюсь связаться с кем-нибудь оттуда. Вот Передавала гномы письма с каждым гномы караваном, колдовать но не ответа умеют? Так и не было. Нихера. Я хочу узнать, примут ли меня туда учиться. Ты хочешь выбраться так. Ни один гном не учился в круге магов. Вы, наверное, не читали трактат первого А, чародея и Кэт Луна еще о гномах и еще там ненаследуемости товарищ, магии? который хочет Он свою исследовал местную гномов церковь 20 родов и открыть. выяснил, что они не Кого-то могут творить имени никакие заклинания. Андрасты, что ли, хотя Вне гномы, зависимости от они не принятого верят в лириума эту или Андрасту, времени, они проведенного верят на в поверхности. этот, в свой В круге камень. предполагают, что лириум в камне ограждает нас от духовных воздействий, а со временем мы и вовсе перестаем их воспринимать. Бандероль. На улице Ленин. Сейчас пойдем на улицу Ленин. Так, Я хочу попасть в что круг я читал? и там Я, учиться. блядь, я Уверяю опять проебался тебя, на как свете. только ты туда попадешь, все желание исчезнет. Но я и не собираюсь заниматься магией. Гномы не могут творить заклинания. Но почему я могу ее изучать? По-моему, Поможем обмен равноценный. страшной Арсамар бабище узнал бы мелкой. об Хотя одной из тут великих вообще сил непонятно, природы, существующих мелкие на они или не поверхности. мелкие, А круг в смысле по получил возрасту. доступ Хотя они к тоже, нашему по-моему, искусству живут обработки лириума. миллиард лет, что ли. Это было бы замечательно. Меня зовут Дагна. Я дочь Джанара из касты кузнецов. Дочь Джафара. Передайте им, что я даже начала читать Тевентерскую книгу «Фортикум Кадаб». Она изумительна. Вы слышали, что имперские лорды-магистры когда-то составили генеалогию всех людских родов, Чайку в которых попить. рождались маги? Она такая милая и вдохновленная. Я рада, что мы ей помогаем. Она такая милая и вдохновленная. Ну, такая милая, рада, что мы ей вдохновленная. Блять, а помогаем. ты такая страшная Ой, побегу, соберу и вещи. заебистая. Я буду ждать вас возле мастерской Нахуй я отца. ее взял сейчас с собой?
Небывалый уч... Так, подожди, вот у тебя можно что-то Добро купить. пожаловать в лавку изящных товаров Гагарин. Гаррисона. У нас имеется... Ух ты, сколько вас! А никого из таких я вообще никогда не видал. И то, зачем они пришли. Товары у Что я Гагарина. сейчас говорил? Так, пу-пу-пу-пу. Верно. Давай у меня посмотрим, есть прелестные вещицы. что у него есть. Конечно, обработанный лилириум. Алмаз неграненый. Так, какая-то херня у него. Потому что у меня вроде бы лучше, да? Всё это должно быть. 0, 7, 0 и 4, 4, еще плюс 4 атаки. Так, ну давай-ка. Так, Обед мой. хватит разглагольствовать. Я спрашиваю Покажи только. мне. Видишь ты, смотри. Покажи мне свои сиськи, в смысле, лавку. Ни хера себе драконья кость, блядь. Шипрозы 148, а у меня нет столько. Короче, может быть, что-нибудь выпадет из товарищей потом. Алмазный зал здесь, насколько я помню. Вот. А из порождений тьмы, кстати, иногда неплохой шмот вываливается. Вот, ну, прямо Выходит, очень чем иногда. ближе к поверхности ты живешь, тем знать менее. Новости часа! А если Так, выйдешь где, на где, поверхность, блядь, этот опять старшина твой последний. Бандерлог? Там же было написано вроде в дневнике, да? Так, поговорите с лордом совета. Так, а где он находится? Расположен зал совета в алмазном зале. Так, ну вот, я пришел в алмазный зал, а зал совета-то где? Лорд Белен, это перемена Это и здесь? безопасность. Это Подожди. как же? Это зал совета, Выходит, нет? у гномов есть король? Королевский Я дворец думал, это. они А голосуют дальше, за по-моему, всё подряд библиотека. или что-то в Не этом подскажете, роде? как пройти библиотеку? А, вот, зал совета. Как пожелаешь. Это он. Это он. Нормально. Конечно. Заседание совета уже началось. Давай. можешь тихонько. А, вот У он, тебя Бандерлог песок выступает. вместо Ну, мозгов, если ты думаешь, что мы примем такое постановление. Без торговли с наземниками разорится половина наших домов. Предложение будет действовать только до тех пор, пока у нас не появится король, который заставит наземников Король. уважать нас. Раколь. Да, а вы, между тем, без труда перехватите все контракты. Да я скорей увижу твою голову на пике. Деширы, лорды и леди, ассамблея. Чё они там? Я уже удвоил стражу, чтобы помешать применению силы. Должен А, ли я это позвать бафы. еще стражников? Старшина Банделор. Сторонники Старшина Белена запутывают Бандерлог. нас в пустяковых вопросах. С них сталось бы выставить нас под небо. Предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Чё, один А страшный я гном. предлагаю, чтобы ты попробовала на вкус мою фамильную палицу. Хватит. Ассамблея расходится. Тут, кстати, на перерыв нужно до тех выбрать, пор, за кого, пока за ее Белена члены или не за сумеют Хармонта. справиться со своими эмоциями. Пойду, наверное, за Белена, потому что он вроде придурок, тот еще распиздяй. В принципе... О, Варгак. Добро пожаловать, страж. Давай. Всегда благословенен приход члена Ордена Варзамар. Я Вартак Гаворн, первый советник благородного принца Белена. О, да. Какие Вот, короче, вести за ты него принесла? и... Пойдем, мне нужна помощь в Ах, борьбе да, с договор. Мором. Я читал его в библиотеке летописцев. Трудность в том, что выполнять обязательства по договору должен король, а трон Арзамара, к Арзамар. сожалению, пустует. Арамзас. Так, я могу чем-нибудь помочь, я могу поговорить с Белином. Противостояние Мору Белен важнее, больше конечно. всех желает, чтобы это противостояние закончилось. Но пока оно в разгаре, Арзамар не сможет никого выставить против Мора, о котором еще ничего толком не известно. Уж не хочешь ли ты сказать, что Серый Страж ошибся и стране не грозит Я Мор? верю тебе. Но что нам делать? Если Белен послушается веления своего сердца и пошлет своих людей вам на помощь, Харумон завладеет его троном. Мы победим Мор и, вернувшись на родину, увидим, что ее разорил бездарный тиран. М,
Если вы не станете сражаться, ваша страна Быть исчезнет может, с тебе лица земли. удастся доказать Но она... принцу Белину Подожди, чистоту она же не своих на земле, намерений. они же под землей живут. Если ты докажешь, что не Нелогично. являешься вассалом Харроумонта, я уверен, Белин тебе поможет. Харроумонт С развернул лица целую под земли. кампанию по подкупу и принуждению нужных людей, чтобы все думали, что дом служит ему. Но если посторонний, чужеземец, обратится к тем членам Совета, чье слово весомо, и передаст им неопровержимые доказательства того, что Харроумонт их обманывал, я уверен, что милорд-принц С изъявит Хармонтом свою пизду, даже благодарность. говорить не буду. Сейчас пойдем сразу. Покажи, куда мне идти. Харроумонт пообещал часть своего поместья двум деширам сразу. Леди Дейс и лорду Хельми. Разумеется, Харроумонт не сможет сдержать обещание, ведь поместье одно, а их двое. Но обман раскроется только после голосования. У меня есть копии долговых обязательств, которые им дал Харроумонт. Увидев эти бумаги, они еще подумают, кому отдать свой голос. Так, я сейчас же иду искать леди Дайс и лорда Хельми. Так, ну да, давай, Леди короче, Дейс сразу редко что время покидает терять. квартал знати. А вот лорд Хельми любит приключения, поэтому часто бывает у кабачиков в общинных залах. Не Подожди, забудь, я ж там только тебе что был. нельзя упоминать, что эти бумаги тебе дал я. Ты узнала о них и сделала собственные выводы. Па-па-па-па-пам. Ну да, так, задание обновлено. Так, благосклонность принца. Первое задание. Показать лорду Хельми и леди Дайс доказательства того, что Харроумонт мошенник. Принц Белен не даст вам аудиенции до тех пор, пока вы не докажете, что вам можно доверять. Варгак поручил вам показать лорду Хельми и леди Дайс долговые расписки, доказывающие, что Харроумонт мошенник. Варгак сказал, что лорда Хельми часто можно найти в таверне Кабачики, а леди Дайс почти никогда не покидает квартал знати. Отнеси леди Дайс долговые расписки, отнеси, короче, понятно. Так, подожди, а как его зовут? О, старшина Бандерлог. Тебя-то я искал. Забвенные камнем болваны, пыльные тряпки. Сожалею, это ассамблея кланов. Сюда могут входить только деширы и избранные гости города. Ты не узнаешь серого стража, я гость у принца Белина, я просто смотрю по сторонам, я серый Прости, я так страж. измотан, что совершенно забыл Я о аспектов, сообщении блядь, стражников. совета, сука. Добро Да, до пожаловать Mass Effect в Арзамас, тоже надо дойти. страж. Кстати, весной ее Надеюсь, ты отнесешься переиздание с пониманием ремастера к царящему у нас беспорядку. Смерть короля тогда стала и для нас начну. тяжким ударом. Потому Мы что глубоко смысл уважаем тогда твою сейчас миссию, старый, однако если вот ассамблея прямо не вот сможет скоро, тебя в мае, выслушать, по-моему, пока у нас не ремастера. появится новый король. Приближается Тревожные буря. обстоятельства, Надвигается буря. Однако оно менее Мор, важно конечно же, для мор. нас, чем пустующий трон. Нужно построить Ассамблея зиккурат. поглощена только этим. Так, могу я найти какой-нибудь выход? Этот Им город наплевать? и есть их мир, и он рухнул со смертью короля Не хочу я вам Эндрина. помогать. Должен признаться, страж, что я и сам в полной растерянности. Все зависит от принца Белина или лорда Харроумонта. А в они итоге, эти конечно, беспокойные разрулить времена ситуацию никому придется. не спешат довериться. Вот и Сожалею, какую-нибудь что больше гномью ничего не задницу смог для тебя на сделать. тронный камень усадить. Либо этого Хрумянт, либо Белин. Да. Говорить. Ну, раз я уже за этого взял... Так, а ты кто? Дулин, отстань. Так, на карте уже все показывается. Так, леди Дайс, она уже здесь. В принципе, далеко ходить не надо, а потом Лорд Белин готовится к браку с лишенной касты. таверну. Не исключено, что... А, вот, там как раз этого набожного Что тебе нужно? О, брата. ты, наверное, Мома. тот самый серый страж, о котором Опять все это. говорят. Помочь ему открыть церковь. Я Педрилиан. Да. Какая прелесть. Наверху есть целый орден, который только и занят борьбой с порождениями тьмы. Нам здесь тоже приходится сражаться с ними.
Но наверху это делать труднее. А, у них же тоже тут Там эти их так мало, что поди разыщи. строп ползут. Так, думаю, тебе захочется Да. глянуть на эти бумаги. Они явно не наземного происхождения. Откуда они у тебя? А откуда Ладно, они у меня? не говори. Да херу. Верю. Я думаю, и Но должно я быть. ничего не могу Откуда тут они у меня? поделать. Сделка была заключена от имени всего нашего дома. Только отец может ее расторгнуть. Где они? Он сейчас на голубиных тропах. Блять. Во главе отряда, который должен занять и укрепить древний Тейк. Вряд ли он успеет вернуться до выборов. Но если этот голос для тебя так важен, может быть, ты рискнешь отыскать на голубиных Слушай, на тропах тропы я моего прям отца сейчас и не всё ему пойду. рассказать? Потому что это Дом нужно прям Дэйв кучу заданий будет у брать тебя в на этих вечном тропах. долгу. Туда-сюда не мотыляться. Да, я найду, но Благодарю попозже. тебя. Он обследовал старинное городище Эдуканов. Он оставил мне эту карту. А там, по-моему, в на любом случай, случае если придется идти, отряд не потому что там же вернется. это... И еще я выпишу тебе ходатайство. Им же совершенно еще вот то эта просто Бранка, так тебя в туннеле не Бьянка, выпустят. Бранка, по-моему, ее Удачи звали. тебе. Она ушла искать эту медиатор судьбы, в смысле наковальню. И, по-моему, совсем не судьбы, как-то она по-другому называлась. А может быть и он. Вот. А, вот этот товарищ. Ладно. Он потом объявится, в любом случае его с собой нужно будет взять. Хотя, по-моему, его и нахер можно послать. Вот этого алкаша, рыжебородого гнома. В чем дело? Дошли до меня слухи, что один виноторговец... Не насрать, что творится тут в округе, я занят своими делами. Так, это Фильда... Нет, все вот эти побочки нахер они не нужны. Единственное, Благослови тебя, про этого Создатель, товарища в конце может что-то, по-моему, как раз про него и напишут. Так, я не По виду религиоз, похоже, что на без я. поверхности. Или- Я решил, что ты мог обратиться к церкви. Ика. Я брат Беркел из Рэдклиффской церкви. Брат Беркут. Вернулся в страну предков, чтобы распространять свет веры. Даже в самом чреве земли не укрыться от этой церкви. И это воистину большая РПЦ даже радость, сюда добралась. добрая сестра. Я подал прошение об открытии церкви в Арзамаре. Так, пу-пу-пу. Хранители стараются не допустить Надо с хранителем будет изменений поговорить, да и в все. обществе А, там, Арзамара. по-моему, все Чтобы равно начать будет какая-то молебен, миссия у нужно, хранителей. чтобы Как дал раз, по-моему, на разрешение глубинные тропы летописец нужно хроник. спускаться. Но оно как раз не обязательно. О, я надеялся, что ты это скажешь. Я вижу на твоем плече Но, руку Создателя, по-моему, он направляющую просто тебя так в путь. тоже ни хера не Если эта разрешит. Ему церковь как раз способна помочь нужен хоть какой-то кому-нибудь так же, как и кусок мне, говна, кусок то какого-то надо свитка поддержать найти. её, не Тогда он жалея разрешит сил. открыть церковь. Прошу, Короче, ну дайте его мне нахер. знать, как только что-то прояснится. Окей. Песня на глубинных тропах. Лилиана одобряет. Блядь, тут же еще нужно... О, лорд Хельме. Подожди, а где этот... О, Огрин. Что тебе надо? Тебя сейчас можно завербовать или Я же нет? слышал о тебе. Или позже? Серый страж, который пришел с поверхности, потому По-моему, что все-таки в позже. мире великая Сейчас беда. ничего с ним Кое-кто нельзя видел, совершенно как ты сделать. говорила с Вартагом Гаверном. А теперь ты, похоже, взялась за грязную работу для Белина. Знаешь, я решил было, что ты можешь помочь мне отыскать Вот он Бранку. говорит, это... Но получается, Бранка вот эта что ты не совершенно лучше замаковальная, остальных. которая пошла. У меня только одна забота — собрать союзные войска против Мора. бороться с Мором король не поможет. Тебе нужен совершенный. А совершенный чем поможет? Их выбирает совет, но они поднимаются выше совета. Они становятся аристократами, но знатнее, чем любой, рожденный в благородном доме. Каждый гном, у которого кости не из мыла сделаны, мечтает стать совершенным. Бранка совершенная. Единственное Так а он же... совершенное Блядь, в городе уже 2 года, как же только что потерялось на глубинных сказал вроде. тропах.
Франк 2 совершенный года, переспробарант. и никто не Слушай, отправил как, блядь, в дерьмовую этом армию в на сраном поиски. Ассасине А Одиссея. тебе-то что за дело? Ему рассказали, Секреты допустим, ее где сидят выпытываешь? разбойники, да? Белину они понадобились, что ли? Вот, и Я знаю, что он прямо всюду тут же нос это в сует, диалоговом выведывает колесе, ну, в всё о ней, смысле, что это она в списке искала. диалоговых. Но Где мне мне их, это блядь, никто искать? ничего не Ты долбоёб, сказал. тебе только что Ему сказали, для где себя тебе это искать. нужно, да? Чуток откровений из древней технологии, и он укрепится на троне, Либо это точно? просто проблемы русской локализации. Дубляж отвратительный, я просто для удобства включил его, просто потому что он есть. Ну а как Похоже, же? это личное. Я же ее муж треклятый, как-никак. Когда она со всем своим домом смылась туда, меня бросила здесь. Ты это хотела узнать? Так вот оно. Займись своим делом. Пока твой хозяин всерьез не Тембр возьмется скачет за просто. поиски, вам от старины Огрена ничего, кроме дыма, не получить. О, блядь. Ты слышишь, да? Слышишь, насколько вот разные. Так, вот, теперь нужно с этим, с лордом Хельми еще потрещать. Достопочтенный Дешир Совета Арзамара и горькое разочарование моей достопочтенной матери. Ей не нравится, что я торчу в тавернах. Ну, ты же понимаешь, страж, о чем я? Касс на поверхности нет, Слушай, и бля, я всё тоже идёт шнапс как нельзя хочу лучше. прибухнуть. Или я не прав? После 8. Наверное. Не знаю, сейчас пока не буду. Так, странное мнение для гнома, состоящего так. Подожди, ему же нужно что-то отдать. У нас же эльфийка, точно. Большинство людей презирает мой народ. Не ты один озабочен таким положением вещей. Чтобы серьезно поговорить с другими кастами, понадобилось немало времени. Знаешь, если позволить кузнецам и трактирщикам заседать в совете, Угнетают из них выйдут всех. весьма И достойные гномов, деширы. и эльфов. Арзамар настолько закоснел в Чёртовы традициях, белые что никто люди, и не люди. задумается, Это все нужны потому, ли что я касты. нигер, блядь. Эльфийский, бурятский. Нига. Каус нигер при этом. У меня есть новости, лорд Хурмонт обманывает тебя и леди Дайс. Ну, хочется, конечно, спросить, какое тебе дело и откуда ты знаешь. Но, если честно, мне так все надоело, что я ничему не удивляюсь. Мне эти земли совершенно не нужны. Но если я откажусь, родня меня В натуре убьет. Долг, понимаешь ли. Теперь мне придется персонаж-то создавался как эльф-домработник, да? Я что-то забыл уже. А я надеялся, что нынче будет хороший день. Так, значит, теперь ты отдашь? Иначе весь мой род будет унижен. Впрочем, разницы никакой. Отдашь Один голос за другого Бельна. стоит. Ну, ему плевать, за кого голосовать, в принципе. Так что... А дальше-то что? Так, надо задание глянуть. Так, надо глянуть задание. Так, в итоге у нас получается что? Благосклонность. Принц, найти на глубинных тропов лорд... Погнали. Все, глубинные тропы. И как раз сейчас должен... Огрин. Вспомнил. По-моему, Огрин его зовут, а не Хагрид, блядь. Как раз Огрин и должен присоединиться. Глубинные тропы. Дом родной для порождения тьмы. Что это? Эльф? Что это, эльф? Прошу прощения, но я не могу пропустить тебя через линию фронта без разрешения Дешира. И я ничего не слышал о том, чтобы сегодня выходили новые дозоры. Потом пару дней на трон белый. Ну да. Так, надо, Максим, надо. Что проблема-то есть. У меня есть это шнапс. Я вот сегодня в магазин-то ходил, прикупил чуть от важного напитка. Попозже, может быть, после 8, там, после 9, знаешь, ближе к концу стрима, чтобы потом это от стрима до туда не бегать просто. Вот. Уже ближе к концу открою. Я по поручению Беллина, мне нужно найти лорда. Так что не буду тебя останавливать. Но Вандерлога. будь осторожна.
Если твари ушли от Арзамара, это еще не значит, что их стало меньше на глубинных Подожди, тропах. тут сейчас Либо Огрин мы их, должен наконец, как раз потеснили, в появиться, чем я сомневаюсь, сказать, куда вы либо нахуй твари без меня? собираются гурьбой, чтобы снова перейти в наступление. Удачи. Подожди, а где? Смотри под ноги, Будь наземница. осторожна. Это не ваши ровные дороги. Подожди, нужно ж Огрена завербовать. Насколько я помню, когда вот я вот до того, как стрим планировал, точнее, до того, как планировал перепройти на стриме, перепрошел сам, и он у меня появился, как раз этот Огрен, в тот момент, когда я засобирался на глубинные тропы. Он пришел, сказал, какого хера? Я тоже хочу искать Отвали, тряпка. свою эту совершенно свою эту пьянку, дранку. Хорошо. А тут почему-то он у меня не появился. Может быть, он позже появится, потому что все-таки это, наверное, не первый заход на глубинные тропы. Что должно быть что-то еще. Наверное. Командующий шахт. Будь осторожна. Будь осторожна. Буду. Конечно. Так, вот, тейк дома Эдукан. Или Эдукан. Сейчас посмотрим. Так. Подожди, а где-то тут обвал? Здесь не можно? Не можно. Потому что я как-то тут заплутал. Прямо очень дохера. Что тут столько ответвлений было. И не заметил как раз обвал в это какого. В стене дома. И что-то бегал, наверное, минут 40 бегал. В этой по локации взад-вперед. Потом все-таки это самое допер он. Ну хорошо. Генла-комиссар. Комиссар. Генлоки, гарлоки, блядь. Какого хера они все нападают? Подожди, стой. Где у тебя характер? Так, нет. Где у них характер нападения? Потому что очень нужно поменять, чтобы они все в одну точку не бежали, сломя голову. Подожди, бля, я забыл, где это делается. Вот, тактика. Алистер. Выборочная. Похер он, пускай сам. Поведение по умолчанию. Лиана. Выборочная по умолчанию. Идрилия. Срать. Выборочная. По умолчанию. Мориган. Выборочная по умолчанию. То пускай они там сами по умолчанию не херачат, потому что говорю, в одной точке это вообще очень тесно, друг другу все мешаться. Вот, так-то лучше. Тут что, по-моему, какие-то загадки должны быть, но не очень хочу разгадывать. Надеюсь, в основном сюжете хватит. Почему все так открывается сразу много? А можно собрать. Лохит продам. Гранат продам. Серебришка. Так, что еще тут? О!
Сколовшийся камень. Очень удобная вещь вот эта подсветка всего, что лежит. В некоторых, точнее, в большинстве игр на Alt это, по-моему, делается. Вот. Здесь это делается на Tab. Так, в какую сторону? Хер его знает. Наверное, сюда. Мне же нужно найти товарища. А там, небось, скажут, он пошел еще дальше. В этом случае вообще не круто. О, надо вон того товарища. Военный комиссар. О, так он еще и хилится. Замечательно. А у меня дамага-то мало. Прям вообще у меня ножи не очень дамажные. Там поможет кто-нибудь вообще, нет? То он сейчас будет это хилиться. Я его до утра или до завтрашнего обеда. Кружку купил. Прям обжегся. 15 минут. Так а чё ж ты это так? Термокружка, кстати, прикольная вещь. Я себе как-то это заказывал не так давно. По-моему, в позатом году. И пользовался ей ровно 2 раза, по-моему. Так, о, теперь можно пособирать всякое разное. О, кровавленный мешок. Мешок с конечностями. Давай возьмем. Может быть, куда-нибудь пригодится. Конечно. Лимфа, но это для вот эти, блять, корни демонические. Хуйни для крафта всякого этого. Всяких зелий, прочего говна, чем, в принципе, я заниматься не буду. А в сундуке, может быть, что-то не хватает умений. Подожди, может, у Лильки хватит умения? А у нее тоже не хватает умения. И нахер она нужна тогда? Прелестно. Если у нее умения не хватает. Черный рунический камень. Подарок. Пригодится. Инвентарь заполнен. Охеренно. Так, выбросить. Взять. О, здорово, Джейсон. Здорово, дорогой. Как дела? Молодец, сварить. А, ну, кстати, как вариант. Подожди, а я туда вообще иду? Так, подожди, Нет, отряд двигает свободно. Подожди, а кто там? Лилиана застряла. Да и хер бы с ней телепортируется в итоге. Я чувствую других. Шараги, а чё так поздно? Им-то уже. Репостик. Всегда очень здорово. Блять, сколько же их тут? Просто охереть. Подожди, а нужно вот эти, блядь, сраные миссары? Стоят. Вы там долго еще? А там еще один. А, нет, один эмиссар. Один Гарлок эмиссар, а другой Генлок эмиссар. Блять, один другого хилит просто. Дамаг вообще прям минимальный какой-то проход. Чего это быстро? Наконец-то.
Подожди, а этого завалили? Нет? Подожди, а куда он делся-то? Что за херня? Я не вижу ни пизды. Что-то все тут навалились, и никак его завалить не могут. Ура, блядь. Так, сломанный ящик. Может, что-то внутри есть? Огненная стрела. Не нужна. Конечно. Зелье маны мне ни к чему. Аместит. Инвентарь заполнен. Блять, нужно что-то выкинуть. Коровий лук. Насрать. Аместит возьмем. Продам. Я постараюсь. Папки. Папки. Прелестно. Ну, хорошо. Кстати, блять, нужно было перед этим делом, перед глубинными тропами, сходить все-таки к торговцу и продать вот этот весь хлам. Герам собачьим. Огненная стрела. 23 голды, блять. Мало. Сколовшись, как? Подожди, а как? А куда? Почему? Блять, я в тупик, что ли, зашел или что? Я, блядь, что-то заблудился нахер. Подожди, в какую сторону? А, о, туда. Так, давай это. Сейчас камень посмотрим. Лириумная пыль. Не нужна она мне. Дальше. А, чё так? А, глубинные охотники. Срочно нужно найти какой-нибудь шмот получше. Потому что вот это вот по 12 дамага, это прям вообще не здорово и не круто. Защищайся. А вот и ваши проблемы. Так, а за прошлый стрим, что я за 3,5 часа успел за прошлый стрим сделать? Победить эльфов? Вроде бы и все. А, собственно, больше ничего и не требовалось. Вот все, сегодня надо тогда победить гномов. И, в принципе, надеюсь, в 3 часа я управлюсь. Как раз. Так, все, я нашел тейк этот. Шойгу, блядь. Эти глубинные охотники, как они задолбали. Хотя я их второй раз только встречаю. Ладно. Вот. Дохерища прям. Надо что-то качнуть, наверное. Там очки тогда есть. Однозначно нужно что-то для того, чтобы прикупить. Там вон этот из драконьей кости кинжал стоит 200 голды практически. Я так буду очень долго копить. С учетом того, что у меня сейчас сколько, 23? Или 23 и 81. И это за сколько? За 7 часов наигранного времени я успел собрать только 23 золотые монеты. А, ну это и то, я, по-моему, ничего особо-то не продавал. Потому что вроде нечего было. Вот, 12, о, 23 прошло, промах, 9, 14, 12 опыт. Так, о, товарищ.
Лорд Дейс. Благосклонность принца. Первое задание. Нихера себе, это только первое задание? Так, а это... А, нужно им помочь как раз. Для начала. Главное, чтобы его не завалили. А вот я не знаю, вообще, возможно такой вариант, что его завалили? Мне кажется, вряд ли. Чат не починили. Да и хрен бы с ним. В принципе, я и так все вижу прекрасно. Все три, так сказать, чата. Создатель. 3 из 4, скажем так. Good game я не вижу. Да и в принципе. По-моему, это была не последняя. Такого? Осторожно, по-моему, это была не последняя. Там еще кто-то. Блять, опять они нападают, подожди. Короче, нужно, наверное, потом вообще обратно вернуться. Или пойти искать совершенно... Нет, все-таки совершенно найдено, кажется, только с этим, с Огром. Потому что без него это не работает, по-моему. Может и работает, я не знаю, я просто никак так не делаю. Все время всех собирал. Всех этих маленьких. Опасно, не бизнес. Вы серьезно нас выручили, друг мой? Моя вам признательность. Я лорд Анвер Дейс. Но как занесло сюда эльфа? А в смысле как? Взгляни на эти бумаги. Не понимаю, что могло... Это условие нашей с Хароумонтом сделки. Но мошенник... Да, они, он блядь, обещал те же верещат самые здесь. земли Хельми. Спасибо, что уведомили меня об этом. Я дважды вам обязан, как жизнью, так и благосостоянием дома. Убедить. Вы попросите дочь, чтобы она не голосовала за лорда Харумонда? Конечно, мы не будем поддерживать того, кто с нами так обошелся. Я всем расскажу, как Харумон пытался нас надуть. О, отлично. Мне пора обратно. Солдатам нужно лечение. Я должен об этом позаботиться. Не желаете пройтись с нами? Тогда давайте доберемся поскорее до Арзамара, пока другие твари нас не Да, учуяли. пойдем. Надеюсь, сейчас будет fast travel. Просто. Да, потому что сам я что-то не очень хочу. Так, чё? Перекур? Перекурчик? Перекурчик. Спасибо огромное за помощь. Пожалуйста, а что дальше? Так, вернуться к Варгагу. А где Варгаг? А, это опять в алмазный зал? Да. О, даже уже прям в алмазный зал. Последние новости. Лорд Харумонт застрял в прошлом. Неужели он не понимает? А тут шага нет, только бег. Да, насколько? Это у нас алмазный зал. Зал совета, да. Вот именно сюда. Варгак. Леди Дейс только что прошла через квартал. Очень возбуждена. Она говорит всем, кто готов слушать, что Хароумон подлец и лжец. Хорошая работа. Значит, ты не лгала, когда обещала нам помочь? Ты готова встретиться с Беллином? Так. Да, давай. Хочу тебя предупредить. Будь с ним повежливей. И не обнажай оружие. Гномье королевство некогда включало в себя 12 гномьих царств. Я Дальше не успел страж. прочитать. Немногие чужеземцы так быстро вникают в арзамарскую светскую жизнь. Я принц Беллин. Варток рассказал мне о твоей помощи в борьбе с узурпатором, который пытался завладеть троном моего отца. Так, мне нужно только одно — получить войско для борьбы с Мором. Тогда у Да, нас общая именно цель. за этим я и Мы пришла. можем друг друга не любить, но Внезапно. Мор — наша главная забота. Чтобы сразиться со стержнем истинного зла, нам нужно абсолютное единство. Корень зла.
Так посылай своих воинов, и мы сегодня же отправимся наверх. Да. К несчастью, пока в Арзамаре Блядь, без власти. чё они я все не в все силах дать заладили? тебе Пока в Ты сама Арзамаре, убедилась, пока в что город Арзамаре то, превратился в пока в бойню. Арзамаре это. Преступники остаются Пока безнаказанными. война идет, блядь, Я бы пока не усидел на Крумянт троне, не если бы успокоится и допустил прочее, подобный прочее, хаос. прочее, блядь. Быть может, За всем я этим смогу, да, стоит тут Джарвия с ее кое-чем хартией. помочь. Если ты сможешь уничтожить За ее, отдельную плату. клянусь, что, став королем, отправлю биться с порождениями тьмы столько воинов, сколько ты попросишь. К несчастью, мне почти ничего не известно о Джарви. Ее логово находится в пыльном городе, арзамасских трущобах, а у меня там почти нет информаторов. Быть может, неприкасаемые охотнее разговорятся с чужеземцем. Да, А я с пошел. нетерпением буду ждать твоего Пошла. возвращения. Пошли. Пошло. Так. Новое задание. Убежище Джарви. Так. Найти, уничтожить Джарви. Проникнуть в убежище Джарви, блин. Кто такая Джарви? А, все, я, короче, вспомнил. Кто такая Джарви? Подожди, а как мне выйти-то вообще отсюда? Я постараюсь. В какую, блядь, сторону? Где, блядь, выход? Ну, хорошо. О, кажется, нашел. Алмазные залы. Так, нужно вообще в общинные залы, а из общинных залов Лорд трущобы, Харумонт блядь. разъярен вмешательством Как же это было громко, прямо на ухо. Вот, решил скрипт внезапно сработать, просто заорать. Замечательно. После этого, кажется, вообще на глубинные тропы опять придется отправиться. Эти-то я помню, где находятся. Так, все, давай, перерыв. Я думаю, надо сделать. Сейчас я как-нибудь. Инвентарь заполнен. Я хотел снять. Шлемий. Подожди, а как тебя показать-то, блядь? Твою рожу. Человодскую. Вот. Короче, перекур. Давай 3 минуты. 3-4. Вот, может быть 5. Я чайку себе заварю и продолжим. И, где это было? Нашел. Перекур.
Микрофоны. Ну и чё? Как? Напитки налиты? Налиты. Чай с 8 ложками сахара. На самом деле. Чё и огненный? Ладно, давай продолжать. Пора. Так, что требуется-то? В эти, как вот Джарви, точно. Белин подкупил стража! Эти товарищи вообще, по-моему, в любом случае нападают, неважно. За кого? За Белина, за Харумонта. Еще и промахивается, отлично. Слушай, а на них магия не действует, что ли, по-моему, да? На этих? Ну, потом живот бродит. С сахаром, блядь. За Бибер? Бериара? Бериара? Бибера, блядь. Я так люто долго буду ковырять. Слушай, во, как раз давай еще, короче, торговец. Нужно продать лишний хлам. Купить, может быть, что-то поадекватнее. Сокомандники, сопартийцы-то люто быстрее. Расковыривают-то всех. Восемь, один. Промах, 1. 4, блять. 10. Охуеть. Надо силу прокачать, я думаю. О, Мориган. Нормально. Расширивает. Лилька там он что-то критами херачит. Лучше бы ты удрал, пока не поздно. Нет, действует на них, все действует. Топор взял. Да, похоже, без насилия не обойтись. Иногда. Мы отлично справились. Бериллиал. Так, ледяная глыба. Блять, они тут все в куче лежат. Я постараюсь. Давай, короче, что-то продать надо. Хлама до хера. Прекрасно. Скопилось. Оставьте здесь немного золота, успокойте народ. Пусть думают, что ворота пора открыть навсегда. Пора поменять старые порядки. Так считает Белин. Так, дай-ка гляну, что у тебя есть вообще. Буду рад помочь разгрузить карман. Так нет, я не разгрузить карманы. Я как раз набить. Так, не, вот эта херь пригодится. Тут всякая разная дичь. Стелка. Лириумное зелье. Нахер оно не нужно. Разбойницы эльфийки. Смазка. Анально-вазелинная. Так, руны пригодятся. Так, это подарок. Подарки пригодятся. Вот, рубины. Рубин, изумруд, топаз, аместит, малахит, флюрит, гранаты, нефриты, шкура Вервольфа. Так, итого я нафармил совсем чуть-чуть. Вот это вот всякое разное тоже попродавать, в принципе, можно было бы. Хотя либо на сопартийцев надеть. Но это попозже, потом в лагерь вернемся.
Можно будет что-то... Во, гномий длинный меч. Основная рука. А он... Но сюда можно руну вставить, слушай. В принципе, хуй нахуй. 8.40, 7.0. 1 пробивание брони, 6 атаки еще. Это который одет. Кинжал такой же абсолютно. Да, не густо. Слушай, а может это у того, у товарища, который специализируется, есть? По-моему, где-то здесь стоял, торчал. Обед мой, я спрашиваю только, видишь ты... Вот. Хотя у него тоже вроде не особо. Так, это тоже основная рука, да? 7.20, тут тоже. Вот это вот херь бы заиметь, да? Но он стоит 148. Ой-ой-ой. Микрофоны задеваю. Так, слушай, нет, где-то лавка должна быть. Прям вот конкретная лавка. Это все, Блядь. что у меня есть. Будет больше, если я что-нибудь Нарвался. продам. Так. Кажется, у нас гость. Ваша знакомая. Что-то не так, друг? Эти господа вам угрожают? Пожалуйста, не вмешивайтесь в это. Вы не знаете, кто они такие. Позвольте мне тогда дать разъяснение. Нынче опасные времена в Опасные Арзамаре. времена, чужеземка. К счастью для нас, любезная Джарви всех нас защищает от этого хаоса. А ты, между прочим, очень выделяешься. Есть риск влипнуть в неприятности. Так что если хочешь может договориться раскидать с их и всё? Хати о мире, это несложно. Цена разумная, 10 золотых. И В у противном него меч, случае мне кажется, никаких хороший. гарантий Я хочу себе новый. безопасности. Запугать. Ты Ладно, подумай, хорошо. Разойдемся миром. Очень мне надо рисковать из-за вшивых 10 золотых. Блять. Я-то надеялся Да меч его благословят тебя заполучить. предки. Ты спас мои жалкие пожитки. Не знаю, как выразить свою благодарность. Так, Уверяю, это самые низкие цены, какие я могу себе надо позволить. посмотреть, чем он торгует. Блять, а у него ни мечей, ни хера нет. Так, подожди, тут... По-моему, где-то выход должен был... А, нет, выход не здесь. Это в другой лавке, в Нижнем городе. Где-то был именно кузнец. Именно кузнец. Кажется, вот здесь вот, да. Это как раз отец, по-моему, вот этой вот магички. Вот, оружейник. Оружейник. То, что нужно. Мне нужен оружейник. Добро пожаловать. Почему на Наш нем род Джанары, значок квеста, сдачи Должен квеста? заметить, ты на наших здорово похож. А, ей можно, Нужны ей новые можно, говорю, доспехи. ему можно У его дочь Джанары сдать, есть всё, то, что от кожи она до хочет это, в платины. круг магов. Пожалуйста. Так, мне нужны И товары. не забудь, мы и вещи в обмен берем. Так, что? Вот, гноми секира, 25... Нет, секира не нужна. Гноми меч. Мне лучше. Булава. Блять, короче, все очень плохо. Ничего купить нельзя. Ничего прокачать нельзя. Похоже, битвы будут по полчаса происходить. Особенно чуть на поздних этапах. Я постараюсь. Так, о, так проще. Ну, хорошо. Иная глыба. Я постараюсь. Ничего Конечно. интересного. О, серебришка.
Так. Предводитель головорезов пыльного города. Кого я бью вообще? Понятно, что ни хера не понятно. Защищайся! Здесь-то, может, я... О, тут еще есть оружейник один, по-моему. Типа лавка. Головорез. 16. Ну вообще дамаг смешной вылетает просто. Хвала создателю. Вот, что-то под камнями есть. Кодекс по поводу неприкасаемых. Да насрать. Так, предводитель головорез. Блять. Склянка с лириумом. Отлично. Просто. Орик. Не, нахер не хочу с тобой говорить. Так, мне нужно установление совета. Все, опыт. Зерлинда. Одежда. Как пожелаешь. Не найдется медика для убогой. Тут нужен особый ключ. Заглянуть в дырку. Ткнуть пальцем. Пожалуйста, это не для меня, а для моего ребенка. Что случилось? Миледи, нет ли лишней монетки? Мой ребенок болен. У него нет Монголы чистых напали. пеленок, и мне нечем его кормить. Я и сама давно не ела. И себе Большое пожрать. Спасибо. Опять серебряников. Подумать только, незнакомка так добра ко мне, а моя собственная семья выгнала меня из дома. А, тут Сказали еще не возвращаться до тех пор, пока договориться нужно Нет. будет с кем-то, да? Я не могу даже думать об этом. Так. Мне уже ничто не поможет. Отвертеться, по-моему, Меня зовут нельзя, да? Линда. Я не всегда жила здесь. Я родилась в семье из касты шахтеров. Мы не из богатых, но раньше я никогда не голодала. И все это осталось в прошлом. Я сама во всем виновата. Меня прокляли предки, и я ничего не могу сделать. Так, говори же. Отец моего ребенка неприкасаемый, а значит и ребенок Тянет тоже. тут Мои всякое родители за отреклись всякое. от меня и сказали, что примут обратно, только если я брошу ребенка на глубинных Ну и брось. тропах и В чём- сделаю в чём- вид, в чём что его проблема-то? никогда не было. Выкинула личинуса, и нет проблем. Вы Придется готовы все-таки взяться за убедить это? родных Но почему? ее, чтобы забрали обратно. Если вы собираетесь сделать это ради выгоды, а не из сочувствия, тогда моему сыну не на что надеяться. Мы можем предложить взамен только нашу Мне нужна информация вообще. Даже не знаю, как вас отблагодарить, но предупреждаю, мой отец Но твердолобый, хуже такого не некуда. было. Его зовут Орден. Надо По спросить вечерам он у обычно попрошайки, сидит в кабаке. которая Не у думаю, костра что он станет сидит. вас слушать, но я буду с нетерпением ждать вестей от вас. Кажется. Ты погляди, кто здесь. Нечасто старой Надежде доводится видеть в пыльном городе разодетых чужаков. Старой Поможешь Надежде. бедной калеке. Весь мир бордель. Все бабы Нади. Однажды было сказано. Блять, чего я должен раздавать серебряники направо и налево? Если тебе есть что рассказать у Что меня, ты да. Я за информацию готов заплатить. Женщину по имени Джафария. Да я работала на нее. Джарви захватила власть в Хартии меньше Джарви. года назад. Но все здешние, у которых руки-ноги целы, уже служат ей.
Так, где ее можно найти? Это будет непросто. После того, как убили Бирата, она стала Кто очень такой Бират? осторожной и подозрительной. Она заставила всех О, в все эти Хартии люди. носить особые ключи из Гномы. костяшки пальца. Не люди. Она выцарапывает Знаю. на них какие-то свои штуки, Есть так что дюки, подделать короче. их очень сложно. Двери в ее логово ведут из всех концов YouTube города, опять монетизацию но открыта отключит на, всегда только на одна этой из записи. дверей. И если ты придешь без особого ключа, то ни за что не догадаешься, что стоишь перед проходом. Где я могу... В А, этом ну я ключ-то тебе не я знаю, где помощница, можно найти. Сальрока. Члены Хартии берегут Короче, их нужно как зеницу ока. какого-нибудь Так как насчет монеты, которую ты обещал? гнома изловить из Хартии. Да, вот 5 монет. Ложась спать Же. с полным брюхом, я обязательно вспомню о тебе. Короче, по-моему, где-то здесь членство. Члены, да, вот они. Посмотрим, что у нас тут. Джарвия сказала, ты ищешь Бо- неприятностей. Борат, да. Что ж, поздравляю. Ты их Вот нашла. как раз чувак из лавки, да? Все, вот у него можно палец отрубить. Скорее всего. И как раз он, я думаю, за ключ не сойдет. Мне нужно что-то прокачать, блядь. Что-то очень на дамаг. Потому что вот эти вот цифры, вылетающие 10, 14, 1, 4 и вот 12, видите, да, всё, мне прям вообще очень не нравится. Очень мало. Ну, хоть чуть-чуть прикольно. Ну, хорошо. Надо какую-то сопротивляемость, что ли, еще что ли, оглушению или что-нибудь такое какое-то выкачать. Не убивай меня. А почему Святые нет? предки. Почему не Чему убивать? вас учат на поверхности? Ты дерешься, как раненый архидемон. Камень кровавый. Ты посмотри на них. Запугать. Скажи, где ваше убежище? Не, запугать. Убежище прямо под городом. Туда можно попасть через стену третьего дома по этой улице. Вставь косточку в отверстие, и откроется проход. Ставь косточку в отверстие. Ты теперь отпустишь меня? Нет! Смерть неверным! Беги, пока Блять, хватит валяться. Ну а чё, опыт-то надо пофармить. Опыт от нас не уйдет. В любом случае. Это по принципу героев треть. Всегда бери опыт и догоняй. Распускать, дура. Хоть достоинство сохрани. Так, педрилия, не-не, во. Так, руина подмастерья. Руина, блять, руна. Так, теперь к Джарве, я так думаю. Ну, там немножко, по-моему, побегать придется подольше, да? Зерлинда. А, я там был уже. Отлично. Продолжить. Заглянуть. Вот. Вставить в отверстие. Что нужно вставить в отверстие. Я постараюсь. Старается. Ну, зато хоть теперь можно пройти здесь именно сейчас. Короче, прям побегу, и все. И это, катку не руинить себе. Пароль назови. Пароль, привет, Белин вовеки, привет, Харумент вовеки, Джарви жрет ящера. Может быть, Харумянт? Парни, похоже, новая мученица объявилась.
Я просто методом исключения, потому что этот, как у Беллин же послал завалить Джарви, да? Найти, не знаю, ну короче, неважно. Вот, и как бы от противного действия, я думаю, может быть, они из-за Харумянда, Харумонда. Ты сам напросился. А вот и ваши проблемы. Почему здесь скилл владения меня кинжалом не качается? Вообще, по-хорошему, надо было, наверное, сначала DLC-шки пройти, чтобы это и опыт пофармить. А как тебе это? Неизвестные номера. Замечательно. Да, похоже, без насилия не обойтись. Иногда. Чё вы там так долго делали? Так, головорез из Хартия. Парка. Припарка. Это у меня тоже припарка, что ли? Ну, хорошо. Так, о, серебряные. Босс нужен. Кому? Конечно. Парки. Так. Погнали дальше. Так, ну тут я... О, какое-то большое помещение. Я надеюсь, мне сюда. Нет, это небольшое помещение. Замечательно просто. Вставай! Встань и иди. Моя очередь. Давай с этим кончать. А вот еще. Как пожелаешь. Тут по прямой надо, по-любому. Блять, да сколько ж вас? Чё их так много? Давай не мешкать. Ой, да неужели? Потом еще ходи лутай. А как тебе это? Выглядит чересчур умно. Это так стесняет. Понимаю. ВК проснулся. Алоха и тебе. Да, игра хорошая, мне тоже очень нравится. Серия Dragon Age, но кроме Инквизиции. Инквизиции мне что вообще ни за что. Ну, наверное, потому что она изначально как онлайн-игра планировалась. А потом ее решили сделать, все-таки перевести в одиночную, скажем так. Перевести-то перевели. А онлайн с вот этой вот составляющей осталось. Блядь, с пустым миром, гринделкой бездумной. Что делать? Ну, хорошо. Так что... Вторая часть тоже неплохая. Посмотрим, что будет в четвертом. Хотя они вроде как планируют продолжение Инквизиции. Ну, посмотрим. Если они вот этот вот лут, крафт уберут, может быть, будет получше. Может быть, я даже тогда Инквизитор. О, рад. Сейчас будет забавно. Так, что тут можно найти? О, открыто. Роскошная ваза. Можно продать будет. Деревянный ящик. Нахер мне стрелы? Сундук. Как пожелаешь. Дай я попробую. Хватает... Да, дай, Это говорит, по я моей части. попробую, Лиана. И у нее тоже не хватает умения. А нахера тогда орать было? Что да, я попробую. Конечно. Зелье лириума совсем не нужно. Так. По-моему, сюда. Может и нет. Давай посмотрим.
Там опять какой-то тление или склад, короче. Чё я? Тут выискивать вот сюда вот, кажется. Да, все. Ох, товарищи, да. Всем плотная лоха. От сердца к солнцу. Славянская. Чайку попить. Это надолго, мне кажется. Поэтому нужно и чайку попить, сидеть пока не будет. Так, надо это из прохода выйти. Например, лучников пока попенетрировать. Удар парным оружием. Ну оно хоть какой-то дамаг худо-бедно наносит. Тут промахивается еще очень сильно. Надо что-то качать. Ловкость, например, и силу. Ну, разбойнику, да, по идее, ловкость, хитрость. Ну, силу, конечно, тоже надо качать. Чуть-чуть. Потому что вот этот вот урон, вылетающий по 4, по 6, по 8, опять же, повторяюсь, то, что мне это вообще не очень нравится. Как пожелаешь. Ближе к финалу такими темпами, я говорю, это архидемона ковырять Конечно. очень долго придется. Можно просто тыкнуть, чтобы она его в автоматическом режиме колотила, и, не знаю, пойти курить, например. Так, а мы ловушки-то замечать будем, нет? Подожди, Лилька умеет замечать. Умеет замечать Лилька. Зато тут есть бочки с луками. Охуеть теперь. Тупик. Подожди, а тут еще какие-то залы? А, я не в ту сторону иду. Здесь тупик. А тут же еще будет и босс ветролет. Ну, в смысле, это мини-босс дракон. Они все на нас бросятся. Защищайся. Вот, его тоже придется очень долго ковырять. Такие, вот такими, блядь, темпами. Ух ты. Что делать? Что делать? Ничего. Ковырять потихонечку. Ну, быстрее немножечко хоть. Чуть. О, левел ап. А у кого? Не у меня. Мориган. Ну, хорошо. Как пожелаешь. Серебришка. Серебришка нужно, только, блядь, покупать нечего. Потому что вот эти гномы-торговцы всякое говнище предлагают. Меня и то получше На твоем месте я была бы поосторожнее. одета. Создатель! Создатель! Кунарий наемник. Кстати, тут Кунари-то показаны как просто большие человеки, да? Вот мне во второй части понравилось, как их сказали, прям эти товарищи рогатые. Классно, прикольно, здорово. Лучников попенетрируют, что ли? Давай не мешкать. Ух ты. Что делать? За ними гоняться? Уже, то еще удовольствие.
Ну вот хоть этим скиллом хоть 18-20 выбивает. И на том спасибо. Так, ну, пускай они там сами. Ну хорошо, я постараюсь. Можно опыта можно чуть-чуть пофармить. Ну, ты так легко от меня не отделаешься. Да, вот 40 опыта. Сапфир. Возьмем. Непрочная ловушка. Так. Серебришка, серебришка. Так, чё вы там еще не... Ковыряет, блядь, по 3 часа одного. О, ящик. Огненная стрела. В бочках ничего. О! Нож для писем, нож для писем. Видимо, предмет для заданий какой-то. Так, слушай, а есть аптечка? Мне нужна аптечка. Припарка. Чтобы раны залутать, залечить. Алмаз не граненый. Может, в бочках есть что-то? Серебряная чаша. Ну хорошо. Руны ученика подойдет. Либо продать можно, либо что-то еще с ним. Прелестно. Так, молния. Конечно. Руны ученика. Что-то в бочках? Не, в начало локации я не пойду. Ладно, может быть, где-то дальше случится так, что припарка попадется. Так, а долго бежать? Нет, тут уже конец локации, в принципе. Близок. Ну хорошо. Джарвия должна быть где-то рядом. Иди. Ну ладно. Надо, значит, Эльф наемный. У эльф по-любому должна быть это какой-нибудь репарирующий герой. Да? Да, похоже, без насилия не обойтись. Хилит еще. Но нет. Ты так легко. А вот этот, да, во, замечательно. Этот двойной удар, он еще с плышом херачит. Вот это очень здорово. А припарка делается, по-моему, из эльфийского корня. Только его где-то еще добыть надо. И из чего-то еще. А вот из чего я что-то не помню. Ну, в принципе, при желании можно, конечно, посмотреть, но заниматься, конечно, тоже не очень хочется. Давай с этим качать. Как я это обожаю. Лучше б ты убрал, пока не поздно. О, левел-ап, наконец-то. Так, убийцы. О, аптечка. То, что нужно. Давай не мешкать. Аптечка это то, что надо. Как раз раны лечить. Дук Пикс. Бочка. Бочки. Так, где аптечка? Заюзать. И ничего не получилось. Все раны так и остались. Так, нужно силу чуть-чуть прокачать, потому что уж слишком мало бьет. Так, а что можно сделать? Парное оружие, вот. Ну, прокачать, наверное. Так, что это дает? Парное оружие, двойной удар. Подожди. Это пассивное, да? Личный эффект.
А почему оно не двигается? Персонаж стремительно... А, во-во-во. Она потому что уже есть у меня. Так, это пассивная опять. Удар милосердия. Когда цель обездвижена, подлый разбойник наносит удар в самое уязвимое место. Атаки против оглушенных или парализованных целей автоматически сочетаются ударами в спину. Так, это пассивные. Хорошо. А удар ниже пояса. Личное действие. Разбойник бесчестно наносит пинок ниже пояса, атака наносит обычный урон, а цель, которая не проходит проверку физической устойчивости, получает штраф к защите и скорости перемещения. Не, херня какая-то. Так, личное действие. Разбойник. Длительное. Разбойник научился скрываться от злой. Не. Это вот может быть. Пока активна эта способность, персонаж одновременно наносит удары с обеих рук. Атаки наносят увеличенный урон, но регулярные критические попадания становятся невозможны. Не знаю. Все-таки этот разбойник научился скрываться от взглядов, однако внимательные противники. Так. Разбойник любое действие, кроме перемещения. Первый удар автоматически становится критическим или ударом сзади. Так, ну давай. Применим. Так, и все, больше ничего нельзя. Прелестно. Так. Давай прямо уж. Сразу. К Джарви. Сохранение. Ну давай побеседуем. Значит, Белин наконец понял, что трон ничего не стоит, если нет сил его удержать. Но своих людей послать так и не удосужился. Чужеземка, ты примкнула не к той стороне. Пока тут есть королева, совершенно неважно, кто король. Пока тут есть королева. Так, заткни пасть и умри. Замечательно. Ты чересчур самонадеянна. Сдавайся, сохраню тебе жизнь. Может быть так? Не верю. Ваши клинки в крови моих парней. Убейте их. Только красотку оставьте. У меня на нее особый... Лесбийские виды. Замечательно. Так, а где она? Браслетик сделаю. Назад. А, вот она. А можно я как-то заюзаю это? Что делать? Не получается так, что ли? Почему в сумрак не уходит? Понимаю. Да, похоже, без насилия не обойтись. Иногда. Что там, хоть побольше-то этот самый дамаг-то стал проходить? Я из твоих белых зубов. В бою нельзя включить незаметность. Удивительно. А зачем я ее тогда начал качать? О, криты пошли. Можно же это оглушить и со спины зайти, и там криты, по идее, должны пойти, да? Почему она в сумок уходит, а я не могу, типа, в бою, да? Слушай, а что если оглушить и прямо со спины зайти с этой... с обилкой? Со скиллом. Сейчас посмотрим. Да. Ночной дракон! Всем выйти из сумрака.
Во, а чё если вот со спины прям не работает это? А просто так это критами бьет. Да чего же я этого не люблю? Вот хоть по 9. Стало бить не по 4, блядь. Что это было, блядь? Прелестно. О, припарку возьмем. О, кинжал. Кинжал Иридиум 5.20. 4, блядь, а у меня-то лучше. Там у меня зеленый. О, большая аптечка. Ключ Хартии. Кожа змеи, блядь. Как говнище. Можно я аптечку заюзаю? О, все, отлично. Снял негативные эффекты. Я постараюсь. Аптечку надо взять. Что дальше? Как пожелаешь. Вопрос, что дальше? Руна бодрости. Так, а что там эта стойка с оружием? Не одна. Конечно. Так, о, сундуки, сундуки. Любовное письмо. Замечательно. И ради этого я сюда перся, блядь, ради какого-то сраного любовного письма. Вернуться к принцу Белину. Ты убила Джарвию и расправилась с большинством членов Хартии. Вернись к принцу Белину, сообщи ему радостную новость. Ну, окей, пойдем. Я постараюсь. Что за игра? В названии стрима написано. Внимательнее чуточку, пожалуйста. Dragon Age Origins. Ну же, начало. Клянусь бородой предков. Клянусь бородой предков. Откуда ты взялась? Ты в моей стене дыру проделал? Я Зевс. Наверное, я не знаю, блядь. Нет, я Так, никак с ними не имел связан. дело. Они Как это, я преступники. вот в Одиссейского Когда Ассасина строили часть проходил, города, да? то выбрали место как раз над старыми туннелями. Клянусь, я понятия не имел. Оставь меня в покое. Я не хочу никак Я все время разбираться. представлялся Если там, кто-нибудь как спросит, это. я им скажу, Меня что послали ты боги. это сделал. И все в этом духе. Так, подожди. О! Опять ты. Пришла купить что-нибудь или будем мою лавку дальше ломать? Подожди, ну, можно что-то продать, наверное, да? Руины. Руины, может быть, пригодятся еще. Ваза, послед, кубок, сапфир. Руины, может быть, еще пригодятся куда-нибудь в этот вставить. Что у него вообще ни хера нового не появляется. Нужно в этот, как его, на пик стража, я так думаю. Или какого-нибудь пик стража, пик солдата. Пойти на пик солдата, там его очистить, и появится купец. В итоге. Так, алмазный зал. Подожди, а где... Мне нужно очень завербовать
Огрина. Либо я проебал момент, либо у меня опять сломалась игра. В очередной раз. Максим, забань неадекватного товарища нахуй. Нам не нужны такие малоумные люди. Серые стражи, сторонники беспорядка и беззакония. Выдай ему с двух ног. Последние новости. Лорда Белена поддержали серые стражи. Порождение тьмы ведут стражи. Страж Блять, примкнула опять к эти... Белену. Мы этого так не оставим. Что лучше ты удрал, пока не поздно. Почему? А, тут же еще не все решилось в натуре. До голосования они так и будут заебывать. Защищайся. У меня они то появляются, то пропадают. Я не знаю, там какой-то долбоеб сидит, строчит. Ты сам напросился. Что я сейчас в телефоне забыл. Понимаю. Потому что я там умный. Сохрани нас, Создатель. Блять, какие-то гномы очень твердые пошли нынче. Слушай, а у меня почему-то вообще там эти стрима нет. Что там случилось? Ох ты. Подожди, а как... Там же как-то можно было, нет? Пойти посмотреть комментарий, типа. Что-то нихуя непонятно. Слушай. В пизду этот ВК. Короче, я ебал, вечно с ним какие-то проблемы. Пизду. Не буду смотреть туда больше даже. Вот у меня перед глазами Twitch, YouTube и... Сраный. Так, ладно. Потом после стрима разберусь, если что, там сам бан, пару банов выдам. Так, подожди, он не в зале совета, этот Хромонт, этот Белен. Не в зале совета находится. Белен находится... подожди. Я не добежал, да, кажется? Замарский. Вот, во дворце, точно. Белен находится во дворце. Что действительно... Мне еще не показывает. Блять, в ВК ебанулся. Он мне последний стрим показывает в Vice-City. Прям вот совсем. Vice-City и все. Больше ничего, блять. Странные вещи. Может, они все-таки что-то цензурировать начали? Хотя очень вряд ли. А там не знаю. Так.
Так, налево и прямо. Там уже не знаю. От этого ВК можно все что угодно ожидать. Совершенно точно. Так, вот он. Принц Белен. Да ты просто превзошла саму себя. Весь Арзамар только и говорит о том, как некто прошел весь пыльный город и перебил бандитов Хартии, точно генлоков. Так, я сделал все, что Еще ты просил. нет. Где мои войска? Смерть Джарвии повысила мою популярность, но для полной победы над Харумонтом нужно достижение, которое навсегда прекратит политические споры. Что ты знаешь о совершенной браке? Вот, точно, я же это и говорю. То, что нужно эту Бранку-Бьянку найти. Она была единственной. Там вот это наковальня судьбы, так называемая. Я на самом деле не помню, как она правильно называется. Вот, там есть эта наковальня судьбы, где куют из, точнее, когда-то ковали из гномов, ковали големов. Живой гном, без помех взойдет на кувалдой по еблету, получается голем. Вот, и там как раз будет выбор. Это Бранка, она одержимая вот этой вот херью всей. Типа нужно уничтожить сраную наковальню. Или наоборот. Да, типа не уничтожать наковальню. Вот, точно. Если решаешь ее уничтожить, нужно будет ее, собственно, завалить. Вот. Если решаешь не уничтожать, там с кем-то с другим придется схлестнуться. Не помню, правда, с кем. Вот, но с кем-то. Вот. Я планирую ее не уничтожать, потому что армию големов-то заполучить-то к себе уже неплохо. Я надеялся, что ты это скажешь. Мои солдаты проследили лучше гномов. Перекрестка Коридина, древнего пересечения туннелей, которые 4 живых, века по крайней назад мере. захватили порождение тьмы. Ее след обрывается там. Быть может, ты со своим опытом стража отыщешь там то, что пропустили мои солдаты. Благодарю тебя. Ищи Бранку на перекрестке Коридина. Я постараюсь оттянуть голосование до твоего возвращения. Так, короче, нужно на глубинные тропы. Перекресток Коридина. Так, а туда еще дойти надо. Так, оно как раз, по-моему... Наковальня пустоты. О, наковальня пустоты. Наковальня судьбы, блядь. Наковальня пустоты. Так. Отлично. Вроде... Да, все нормально. Как пожелаешь. Вот эти, конечно, побегушки тоже немного это заматывают. Ну, тоже ничего страшного. В принципе, еще сколько? Час стримить? Я... Было-то решено по 3,5 часа, насколько я помню. В общинных залах ходят слухи. Начал я где-то без 27. Ну, хорошо. Вот и за традицию, в принципе, можно и это вот. Dragon Age по 3,5 часа. Буду я его проходить полгода. Ладно, шучу. Нет, конечно, не полгода. Меньше. Гораздо. Потому что пробегаю я чисто по сюжетке. Без... вот он, Агрен. Я-то думал Старый поболтать алкаш. с серым стражем, а сам почему-то надрался за чужой счет. Знаю, ты идешь искать Бранку. Так вот, я хочу тебя кое о чем попросить. Так.
Ты всегда так умасливаешь всех? Звать меня Огрен. Так, Если так ты обо я, мне и по-моему, в курсе, слыхала, то, что он Огрен, или он не наверное, говорил? только Не то, помню. что Не, я по-моему, говорил. писаю Элем и убиваю сопливых мальчишек, которые косо на меня посмотрят. И это по большей части правда. Вот только никто не говорит, что только я один до сих пор пытаюсь спасти нашу единственную совершенную. А если ты ищешь Бранку, то я единственный, кто знает, чего искала она, а это очень даже может пособить ее найти. Так, пу-пу-пу-пу-пум. Что ты хочешь Я знаю, в чего обмен на эти Бранка сведения? хотела и как она выглядела. Тебе, думаю, известно все, что вызнали Белиновы следопыты, то есть в каком месте она исчезла. Если мы объединим наши знания, у нас будет шанс найти Бранку. Если нет, с катертью дорожка. Да, не дурная Так сделка. вот знай, что Бранка искала наковальню пустоты, секрет создания големов, потерянный много веков назад. Смастерил ее кузнец Каридин, и с ее помощью Арзамар получил 100 лет мира. Его защищали големы, созданные наковальней. Всем известно, что наковальня была построена в древнем Тейге Артан. Бранка собиралась начать поиски оттуда, если, конечно, удастся найти сам Тейг. Знала она только одно — он находится где-то за перекрестком Каридина. В этот Тейг уже 5 Здорово, Андрей, здорово, лет дорогой. живая душа не Как ты? заглядывала. Ты опаздываешь. Уже сколько получается? 2 часа стрим идет. С небольшим. Так, пойдем. Здорово. Как только мы окажемся в Тейге, я без проблем отыщу след Бранки. Пошли. Так, кого выкинуть? Лилиану надо выкинуть нахер. Возьмем старого алкаша. И пойдем перекресток Коридина, Кориандра. Коридин. Один, я что-то это запутался, как его там правильно-то? Перекресток Коридина. Коридина. Просто не верится, что разведчики Белина и впрямь добрались сюда. Опять наемники. Этот перекресток был одним из самых больших в старинной империи. Отсюда можно было попасть куда угодно, в том числе и в Тейг-Артан. Тейг-Артан берет на Ротан. Забавно, да. Так, отлично. Иди первым. Судя по картам Бранки, Тейг-Артан должен располагаться у самой глубокой части этой тропы. Так, подожди, а по Тейг-Артан это, короче, нужно сначала пройти. Он, нанятый громила. Так, посмотрим, что у нас тут. Ага! Новые прихлебатели Белина. А тут, кстати, без разницы, за кого ты будешь, за Хрумонта или за Битва Белена. То есть, плевать, если был бы за Хрумонта, он сказал бы, точнее, да, и если за Белена был бы, за Хрумонта, да, если за Хрумонта был бы, он сказал, прихлебай Хрумонта, блядь. Сейчас я за Белена, так что сейчас он сказал, прихлебай Белена. Как ты смеешь? А чё промахи-то? Не знаю, насколько Белин мудак. Вот, мне показалось из моего прошлого прохождения, ну так как я же перед задумкой пройти игру на стриме, я перепрошел ее для себя же сначала. Вот, всю вдоль и поперек, блять. Конечно. Вот.
Мне показалось то, что как раз этот Харумянт, мудак. Как в конце оказывается, тем, то, что куда если за пялишься, Харумянта, то есть он с людским миром потом Это совсем вообще не то, что ты думаешь. нахуй всех Ясно. посылает. Я смотрел на твой нос. И чем же тебя так привлек мой нос? Я как раз думал о том, что нос у тебя в точности, как у Ну, твоей то есть матушки. закрывается у себя в Как этом, я в тебя Арзамаре и все. Что? Вот я не знаю, может быть тут без Не разницы. обращай внимания. И правда, то есть за кого там? За Белина или за Хельмонта и итог один. как бы будет. Но нам без разницы, в принципе. Главное, чтобы войска дали. И всё. Больше ничего не надо. Там хоть чего угодно там крепкой мужской любовью и дружбой занимаются Ты научишься между собой. Оп, парни в трико. Ух ты! Надо еще, наверное, покачнуть как его, силу, а то что-то это дамаг маленький летает. Прям вот совсем. Первый приказ Белина отдал, типа, убить Харумяку. Я путаю, что это... Я, короче, что-то упустил, кто кого первый хотел завалить. Вот. Но Белин это который принц, который, ну, типа, законный, да? Этот, правитель. После своего отца, получается. А Харумянт это советник, что ли, его? И вот он хочет, типа, это, себе власть там, задраконить. Вот, и вот они, короче, трутся между собой. Не могут поделить, и поэтому покуда Арзамар в огне, так скажем, покуда он в огне, войска мне никто дать не может. И это очень печально. Я, кстати, не знаю, я за час успею этот Арзамар-то вроде должен. Вроде тут не так много. А может быть и много. Я не помню, к сожалению. Так, а вот огры, кажется, невосприимчивы, да, к оглушению. О, со спины нормально так это долбит. А как тебе это? Не хватает имени. Блять, тут еще и порождение эти крикуны, блядь. Что за слоумо? Кто завалил огра? Понимаю.
А, по всей видимости, этот старый алкаш завалил. Подожди, а где его? Где он его завалил, блядь? Генлок, подожди, где вы, блядь, все? А в какую мне сторону? Что за хуйня? Сюда, наверное. Я надеюсь. Так. Глубинные тропы. Подожди, а куда надо-то? Как пожелаешь. В Тейка этот, Артан. Так а он у меня не открылся еще, значит, мне в другую сторону. Вон, носороги. Бруто. Кто оглушает-то? Я что-то не понял. А, крикуны тут еще. Хоть один. Или два. Или сколько? Один. Конечно. В правильную сторону? Да, в правильную. Ну, в принципе, вполне нормально так в это выходит же, да? По это как его? По заданию в стрим. По 3,5 часа, в принципе. Ну, где-то может быть 4. Чё так все замедляется? Я не понял. Что за херня? А, вот это, замедлил. Фризилка. Блять. Где все остальные? Почему они сзади? Так, а мне сюда, наверное, в итоге-то, да? Или нет? А вот я не помню, глубинные тропы закрывать вот этой огромной гермодверью. Это в пробуждении, в Awakening, или это здесь будет? Я вот чего-то прям очень забыл. Хватит болтать! Тридцать 6 опыта. Круто. Ну хорошо. Прокачка, конечно, лютая. За серых стражей! Я постараюсь. Так, нет, это тупик. Значит, надо туда. Стонет. Да я там специально такой голос подобрал. Самый выдающийся из предлагаемых.
Еще когда урна священного праха. Слушай, урна священного праха. А это тоже надолго. Урна священного праха. Там я за 3 часа могу, наверное, даже и не управиться. Потому что там же дохерища. Скажи мне вот что, Морриган. Неужели ты прожила в том лесу Картан всю жизнь? туда. Иногда я Там же уходила, дохерища, там же этот, но Рэдклифф. всегда возвращалась. А в чем дело? Потом Странно. из Это был мой Рэдклиффа дом. нужно в Но этот, ведь там в были круг только магов ты и твоя мать, упиздячить. И больше никого? У матери иногда бывало. Там решить проблемы в круге магов. А потом вернуться обратно в Рэдклифф. Наверное, сначала поступим так. После Арзамара пойдем сначала в круг магов, а потом в Рэдклифф. Чтобы не распыляться так вот на несколько стримов. Загадка с Так, слушай, я ее осилил с помощью Гугла в свое время. Так что нормально все. Так, ты Куртан. Дракон, да, я вот про него как раз сегодня вспоминал, про дракона, про этого так называемого босса ветролета. Так, слушай, а чё не это? Клянусь сосками моих прабабок. Это же Тейк-Артан. Вот не думал, что когда-нибудь увижу его своими там, глазами. слушай, нет, дракон, по-моему, Здесь по-любому повсюду валить надо. следы бранки. Потому что, иначе ты не Она пройдешь вечно, там, когда он же во оказывалась время в битвы новом не может туннеле, никуда заходить. скалывала со стен кусочки камня на равном расстоянии друг от друга. Проверяла состав породы. Правда, если бы она еще была здесь, она бы выставила часовых. Пойдем дальше. Я и сам не мог бы выразиться лучше. Аж вот сюда. Наковальня пустоты, дневник Бранки. Блять, ты ее еще по дневникам искать. Что? Ты... Да ты же пьян. Это чтобы... Тут пиздец сейчас плутать тут. Вопрос. А совсем на вопрос не похоже. Конечно. Как? Труп Во порождения. имя Тут еще Создателя этот, ты ухитряешься легион быть всё время будет пьяным. этот. Неужели мы тащим с собой столько выпивки? Что, завидуешь? Ну да, чуть-чуть. Там Почему я дует не рок, могу если быть подуди- все время пьяным? Мне вот никогда не удается напиться. да, все, да, я точно вспомнил, там же этот рок дают. Но драконы, знаешь, для чего он нужен-то? По идее, ты в Денериме к кузнецу заходишь, и если ты дохерище вот этой вот кожи из-под жопы дракона добываешь, вот, он тебе несколько доспехов, легкий, тяжелый, средний, да, вот, он тебе, по-моему, 3 доспеха, что ли, дает, всяких разных. Вот, но они, по-моему, дерьмовые. Лучше поднакопить, поднафармить денежку и в этом такое, на купение, в смысле, солдата. Там же этот DLC присутствует. Красота какая! Как я это обожаю! Так что, в принципе... Конечно. Пришел. Посмотрим. Легче некуда. Слушай, а я даже не помню, зачем, откуда этот рок-то за что дают. Тоже там за выполнение какого-то квеста, либо ты его просто отнимаешь у этого, у хозяина Дейракона. А можно пробежать? Хуй ты пробежишь тут. Слушай, они пауки заодно вместе с Огром, что ли, или нет? Я что-то вообще не очень понимаю. Или тут все против всех, блядь. Battleground, Drop on Age. Паук, да. Пуканообразный, блядь. Да, точно, у сектант там он этот
хозяин дракона, типа. Царь горы. Вон тут куча пауков. С ними-то легче бороться, да, кажется, чем вооруженными. Ну там, блядь, в кишке крикун вожак. Дружитесь сами, пожалуйста. Почему все на меня? Почему все очень хотят, блядь, сразу морозную жопу эльфийки? Это потому что я эльфа-хаус-нигер, блядь. Вот он где? Крикун вожак спрятался. Он орёт и всех оглушает, скотина. У него что-то должно быть полезное, наверное. Хотя нахера крикуну что-то полезное, да? Как пожелаешь. 33 серебряных монет. Вот, знаешь, мне интересно, нахрена порождением тьмы серебро? Вот что они с ним делают, блядь? С кем они торгуют вот, просто? Как они разговаривают, или, блядь, разговаривают ли они вообще? Павук. Тоже... Вот он, тейк. Весь мужество. Каменный голем. Ура! За это самое. За Сталина. «21 крит!» А можно я вот этого товарища лучше похерачу? Тут еще квест такой был. Я правда не стал собирать. Эти мешки с конечностями. Тут как раз в этом теге на алтарь кладешь эти мешки и появляется какая-то неведомая ебанина. Вот, ее можно либо отпустить, она, я не помню, что она, по-моему, золотишко подкинуть, либо можно загандонить. Я, по-моему, гандонил. Ну там с нее тоже что-то прикольно сыпется. Вот мы и закончили руки. Блин, тут павука придется пиздить. Потому что в битве находится же. Гигантский ядовитый паук. Ёпт, бот проснулся, аж две ссылки выдал. Целый стрим молчал. Каменный голый. Ой. У меня мышка это выползла почему-то. Да. Пауки! Гигантский тейговый паук, гигантский паук, гигантский ядовитый паук. 42 серебра, откуда, блядь? У паука 42 серебра.
Тоже не очень понятно. Никогда не слышал о том, чтобы здесь была деревня. О, смотри, чувак Она на какой-то. карте вообще есть? Тут для вас ничего нет. Это мое. Я это забрал по праву. Так. Клана? Нет. А, это Но этот всё равно потеряшка. оно моё. Я Рук квесты тут не уже брал. много лет. У И этой, никакой наземник у его бабищу отсюда какой-то. не выгонит. Вот она ж тут как раз Просто этого падальщик потеряла. Без него чище будет. Ты уходи давай. За тобой темные придут. Да. Сгладают все Думаю, кости. да пошел он нахер. Говорят, здесь выживают только те, кто питается трупами порождения тьмы. Это вызывает скверну, превращает мозги в нечистоты, но порождения тьмы перестают тебя замечать. Что ж, если не будешь знать, куда девать трупы порождений после Мора... Какие ужасные вещи ты предлагаешь, Морриган? Да ладно. Это решило бы проблему голодающих, которые тебя всегда так беспокоят. Убирайтесь. Прекратите болтать. Прекратите. Нормально. Не шумите больше. Скармливать Это мое имение, не ваше. беднякам. Гладайте свои кости. Блять, сколько ж тут пауков-то? Красота какая! Красота, говорит, какая, блядь. Они заебали вот с этой своей паутиной просто нереально. Поглядим, на что похожи ваши тетки. Аркадий, почему Аркадий? Да чё? Да хватит бегать-то, блядь! Гигантский, гигантский паук. Смотри, блядь, пидорас какой. Чё, по всему тейгу, что за ним носиться? Нахер. Дальше, дальше, дальше. Быстрее, быстрее, погнали. Метание. Блять, сука. Прямо въебало, блять, обоссали. Хороший для паука. У меня тут тоже это Максим жил как-то. Пока я тут недавно его паутину в углу не потревожил. Дайте мне до них добра. И он на меня напасть решил, блядь. Мне пришлось его сожрать. В смысле, закончить. Понимаешь, кто кого? Да как ты смеешь? От тебя только мокрые. Блять, какой херенный у них дамаг вылетает. Он там по 46, там по 60, вон я видел. Блять, я так надеялся их обойти. Этих призрачных гномов. Сволочных. Куда ты, сука? Ну, на голема оглушение бесполезно делать. Смотри, там сколько? 3 вылетело, блядь, охуеть. Что это? И со спины тоже не работает.
4-1, блядь, класс. Это вообще бесит. Блять, как они калят, нахуй. Вообще просто, блядь, вперед, назад, блядь, куда-нибудь еще убежит на другой конец карты. О, нихуя ускорение. Спидхак. Ебаный дракон. Я, наверное, пока паузу возьму на него. Там нуар, наверное. Или нет, лучше шутан какой-нибудь начну. Метро, например. Или, кстати, там это, недавно The Medium вышло, такой интерактивный кинчик. Кстати, как вариант расслабиться под интерактивное кино. Под мистическое. И что мы будем делать? Постримить Medium. Вот так. Чисто это. Для варианта. Шерсть летает. Я сначала думал, это птеродактили какие-то. Нет, это шерсть. А, ну нет, точно. Сначала же этот, как он? Стрим образовательный, так сказать, одиссейский. Путешествие по Древней Греции. На следующей неделе. Если желудок позволит, но я надеюсь, он позволит. Застрял в этих трупах пауков. Не убежишь, опыт не уйдет. Так, о, наконец-то этот. А, надо этот. Что-то повысить. Так, давай. Это. Сила по хитрость, ловкость нужна, да? Давай. По однерочке, наверное, на хитрости, на ловкость. Так. Боевая подготовка. Далее. Так. Чё дальше-то? Чё еще-то можно? Разбойник научился использовать предметы во время незаметного перемещения. Так, это нужно качать, чтобы он в бою, да, смог? Или нет? Или он все по-прежнему? Да, и по-прежнему опять херня одна. Ну, давай пока очко оставим. А взять-то нельзя, пока пауки атакуют. Оскверненная королева пауков. Люто. А тут она так бесконечно их, по-моему, будет призывать, а может и нет, кстати. А может и да. Да, они так и будут спавниться. А это у кого полтинник-то выскочил? Очень вряд ли, что у эльфийки. А как тебе это? Там вообще он 4-9-2. 9, блядь. 9-15. Или это даже не... Нет, 15 вряд ли у меня увидит. Нужно где-то раздобыть. Скотина! Нужно где-то какой-нибудь вундер-кинжал добыть.
иначе я говорю... А как тебе понравится вот это? Да даже в Рэдклиффе и... А еще хуже, в Башне магов будет очень сложно с демонами. Где она? Сколько у него что-нибудь есть? Сердце кузнеца. Устойчивости к огню нет. Мне это не нужно. Паук. А, вон она. Королева пауков. Оскверненная. Что примечательно? Ведь она задолбала. Ну а будем как-то драться, вон она. Лютая херня, слушай. Он вообще совершенно. Может, у нее там было что? Если я ее так долго ковырял, может быть, у нее там что-то ценное в ней находится, в ее брюхе. Перчатки, блядь. О, ну, 1 золотой зато. О! Слушай. Красная сталь. Наследие. Возьму, наверное, и... Конечно, топорик. Топорик нужен. Это в основную руку, да? Вбивание к броне и 6 к атаке. А тут, смотри, тут еще даже, в принципе, 8.40 к ловкости, 10 к устойчивости к магии духу, 1 пробивание, 4 против порождений тьмы. Вот, то, что нужно. Давай, короче, с топориком походим. Так, вот, наконец-то. Что, сундуки? Хватает умения, а лильки у меня с собой нет. А вот здесь хватает умения, но щит мне не нужен. Давай читать. Это похоже на чей-то дневник, обложка изрядно потрепана, но цела. Вы перебираете пересохшие страницы, и текст кажется весьма любопытным. Сегодня мы нашли доказательство тому, что наковальня пустоты была создана не в тайге Ортана. Мы отправляемся на юг, в мертвые рвы. Наковальня где-то за ними. Солдаты говорят мне, что я сошла с ума, что мертвые рвы кишат порождениями тьмы. Что мы наверняка погибнем, не успев найти наковальню. Если вообще ее можно найти. Оставлю это здесь на случай, если они правы. Если я погибну во рвах, возможно, кто-нибудь пройдет дальше и сможет найти наковальню. Ибо если она останется потерянной, потерянной останемся и все мы. Если я не вернусь, и Огрин еще будет жив, скажите ему: нет, это только для него. Я не хочу поручать это бумаге. Прощайте все. Ну, идем Ранг дальше. думала обо мне. Акуна Я Матата. Знал, что она меня еще помнит. Милая моя глупышка. Что ж, похоже, нам придется отправиться в мертвые рвы. Говорят, Мертвые там рвы, логово темные рвы, порождений блядь. Да, наковальня пустоты как раз вот в этой части. Наковальня судьбы.
Ну, может быть, за полчасика еще успею найти ее. Я так думаю. Если шариться не буду везде. А я, в принципе, и шарюсь просто напрямик иду. Собираются? Вот и босс-ветролет. Самый главный. Архидемон. Так, нет, не в ту. Так, и куда? Слушай, карта большая. Прямо, всей видимости. А, тут это... Точно еще... Легион тьмы, или как он? Легион смерти. Пускай приходят. Тогда нам не придется идти в их логово. Порог колющие движения делает. Умна девка, умна. Просто. Чё, все закончилось, все, нет? Вот мы и запавшие руки. Или все только начинается? Я постараюсь. Ты научишься. А можно сразу туда прям? Прям сразу куда-нибудь. Тут, по-моему, другой выход. Блядь, я застрял. Среди этих. Что за гэнгбэнг, блядь, с эльфийкой? А мне кто-нибудь поможет? По-моему, выход там. Ну, типа да. Блять, а я ж все равно, нет, как пока все не захерачатся. Надо, наверное, вернуться. К товарищам. Да, блядь. Пиздец. Зашел. Называется. Ребята. Можно я к вам обратно? Пробежал, тут скрипт должен сработать, наверное. Или они, раз они вне видимости, они же не бьются, получается. Это экономия ресурсов. Игры. О, давай назад.
все назад. О, нормально. Собрал, пробежал, собрал всех, сагрил. Чуть подальше камеру отодвинул. А вон они это назад. Это немножко неудобно. Слушай, они там долго... А, вон все. Так, теперь нужно к ним вернуться. От Раствала, Серый Страж. Может быть, он Никогда поможет? не видел на глубинных тропах таких, как ты. Мы, Легион Мертвых, отрекаемся от Легион прежней Мертвых, жизни, точно. чтобы освободиться от страха и наивной слепоты. Грядущий мор для нас не тайна. Я удивляюсь не твоему появлению, а тому, что у тебя такой небольшой отряд. Что тебе здесь нужно, Страж? Мне нужно... Странная Союзники, тактика, да. Мне набирать насрать на рекрутов эту там, где бьянку, ведутся бранку. бои. Мне нужны союзники и Между наковальня. вашими Всё. морами, знаешь ли, порождение тьмы Больше ни хера не вливаются в надо. наши туннели. Дай мне вескую для гнома причину отправиться наверх. Кто вбил тебе в голову такую нелепую идею? У нас в Арзамаре сейчас бранку. и других хлопот полно. А, теперь понимаю. Полные лорды в ассамблее никак не могут принять решение. Так что претендентам на трон понадобился влиятельный сторонник. Я тебя правильно понял? Не моя эта работа помогать Получше, ассамблее может, идеи гоняться за какие-то. мертвыми легендами. Легион держит здесь оборону, чтобы у этих болванов нашлось время выдрузить на трон королевскую задницу. Когда это случится, мы первыми двинемся в мертвые рвы. Может, даже и ваш мор пощиплем, хотя это уже трудности наземников. Если хочешь копать наугад, шагай прямо вперед. Так, вас больше должен беспокоить грядущий мор. Дай нам знать, если найдешь совершенных. С тебя останется отыскать и одного, и дюжину. И еще, Страж, будь поосторожней. Пьяницы плохие Пьяницы союзники. плохие союзники. Да, помощи от него немного. Вернее, вообще никакой. Ну, будем потихоньку пробиваться тогда. Я постараюсь. Что еще-то остается? Больше ничего. О, карт становится все больше и больше. Но они хотя бы по пачками, по чуть-чуть нападают. О, на огр действует это. Атака сзади. Создатель! Эпично рубил он. Алистер насилует огра.
Сколько лучников там? Убей матери просто. Стонет пиздец. Красота какая. Что это? Стрелы из-за отовсюду летят. Я как дикобраз. А ей тут красота, видите ли. Ух ты! Что делать? О, 30-очка уже вылетать начала, отлично. А можно я сзади дойду? Моя очередь. Так, право еще. Ну, в принципе, худо-бедно расправился. Отлично. Ну, хоть болванчики тут хоть на что-то годятся. Полезно. Полезные, вернее. Я так подозреваю, нужно вот так вот сейчас все и загнется по всей карте. Да, они убегают, все. Ненавижу это говно. Ёбаные гарлоки, блять, как они бесят. Где эти ублюдки? Сука, чё они там зависли? Ёбаные болваны. О, видишь, пока не подошел, блядь. Это вообще даже полное хп. И при том, что в него Морриган стрелял. Блин. Так, надо этого запенетрировать. Комиссара. Ублюдки со щитами. Опас. Возьмем. Так, мост разрушен. Слушай, а я не помню, по-моему, там. Точнее, проход. Мост Да, скорее всего, там. В ту сторону. Слушай, звуки, знаешь, как будто аниме какое-то. На твоем месте я была бы поосторожнее. Видишь? Подожди, а где тропа, где дорога? И я все-таки не в ту сторону пошел.
Или все-таки в ту? Что-то непонятно. Ладно. Сейчас посмотрим. Сейчас видно будет. Бля, ну сколько ж тут? Вообще прям ужас какой. Так, о, по-моему, все-таки сюда. Че смеется? Старый алкаш. Да, все правильно. Ненавижу катакомбы, блядь. Пожалуй, наверное, самая любимая часть локации. Куча пауков, куча, блядь, порождение тьмы просто, и лабиринты. Не, на самом деле, конечно, ничего сложного, но подбешивает. Вот эти вот сволочи, бегающие туда-сюда. Вот идет Огра! В Редклифе, конечно, будут еще скелеты. А где тут? Вот, они тоже, может, висячие долго ковыряются, насколько я помню. Либо, может, я... А, подожди, в Редклиф я тогда в самом начале пошел просто и еще не особо прокачанный, поэтому долго ковырял всех. Сейчас, наверное, должно быть попроще. Наверное. Хотя с таким мечом очень сомнительно. Так, ну, 3 часа стрим идет уже. 3 с небольшим. Можно я просто уйду? Куда-нибудь наверх. По идее... Слушай, а тут загадка будет, да? С големами? Может и нет? Не помню. Либо я опять путаю с пробуждением. Наруто еще оглушает. Да он чего не оглушаться? Блять! Оглушил сам, и еще кто-то завыл. Оглушили меня. Что хрень происходит? Так,
Вроде, да, в ту сторону. Все верно. Ну, по идее, она где-то наверху должна быть. Главное, чтобы еще вот сюда не пришлось идти. А то карта, я что-то все каждый раз как включаю, начинаю отдалять и начинаю охеревать. А вот скелет-пожинатель. Или пожиратель, вернее. Направо, наверное. В идеале. Блять, кто это? Кто швыряется фаерболами? Гарл комиссар. Охерительно. Откуда здесь скелеты? Слушай, я вот что-то вообще не помню. Были когда-нибудь скелеты. Они еще оглушают постоянно. Хоть этому уровень дали, а нет, когда дадут уровень. 41 монета серебра. Взять упражнение тьмы, пиздец. Я по-прежнему задаюсь вопросом, нахера? Я же понимаю условности, чтобы игроку было, так сказать, что по это самое пофармить. Но все же. Вопрос это не снимает. Первый день они пришли, всех с собою Всех с собой унесли. Во второй день пришли. Пятый день к нам заглянули, и Пятый день девчонку нагнули. День шестой девчонки. Блять, вот эти вот не очень интересно, конечно. Потому что... Так, наверх. Правильно я иду? Надеюсь, что, блять, неправильно. Сука, я так надеялся ни с кем не встретиться. Вот эти... Нет, конечно, заметки вот эти вот в стихах интересные, но дубляж наш, дубляж отвратительный. Абсолютно совершенно никакущий. Хватает мини. Класс. Создатель! Ой, да неужели? Моя очередь. Так и думаю, что там прямо идти. А то куча эмиссаров просто. Один, два и третьего, наверное, еще и завалил. Может быть, у кого-нибудь ключ есть? Правильно, и себя еще. Кстати, вот умный человек, да, вернее, по рождению. Взял рядом с собой фаербол, пустил. А будет что-нибудь? Нет? Ключ какой-нибудь, нет? Вот и нахера я, спрашивает, сюда шел. Чтобы 30 опыта зафармить. Тоже сомнительное занятие. Лево. В день 8 тварье игралось. Над девчонкой издевались. В день 9 девка злобно буря мглою небо кроет, да? Вихри вот снежные крутя. Как там был? О, как зверь она завоет. Всех с собой. Плачет, как дитя, блядь. Вот такая же вот. Одержимая. Кто это? Но это не Бранка. Эльф. Эльф. Так точно. Необычно и невозможно. Во время кормления приходят только родичи. Какое кормление? Я издеваюсь сама над собой. Вы просто сон. Что-то мне это и Вейкинг напоминает. Пробуждение, блядь.
Я думал, это в пробуждении. У меня что-то уже всё спуталось. Она выглядит так, словно ее долго лихорадило. Бледная кожа покрыта темными прыщами. В первый день они пришли. Блять, опять она это всех начинает. с собой унесли. Нет. Я могу не помочь отрубить тебе Ничего голову, не например. осталось. И Есть насадить на тело и есть пику. надежда. И оба превращаются. Они приходят. Они блюют. Они насилуют и что-то напевают. Насилуют. Они Кто кричат. кого насилует, Ох, кто как они приходит, кто кричат. блюет. А потом начинаешь меняться. Все, что Выпускники в мае. чтобы Что? первой стала Ларин. Что происходит? Я хотела, чтобы вначале взяли ее, а меня пощадили. Но мне пришлось смотреть. Мне пришлось видеть превращение. Как вы это выдержали? Кто взял? Кого взял? Как это выдержала Бранка? А, Бранка. О, натуре. Мне Не она и нужна. говорите о Бранке, о том, что она наделала. Храните нас, предки, простите меня. Я была ее капитаном, и я ее не остановила. Была любовницей, и не смогла ее сдержать. О, и тут Простите гномьи её. лесбухи. Но нет, ее нельзя простить. А я-то После думал, того, что она сделала, я один такой буду. того, чем она Эльфийка. Негроидная. Лесбушная. Это многое объясняет. Конечно, зная я, что у нее такие пристрастия, я бы внес кое-какие предложения. Слишком много тьмы. Наковальня, она во Слишком тьме. много. Так, окружена отведи ею и меня тащит Бранку за Бранке. собой. Нужно забрать наковальню судьбы. Нет, Пустоты. я поклялась не говорить об этом, не думать об этом. Ла-ла-ла-ла-ла, ничего не слышу про Бранку. Так, помоги мне, я Они тебя отведу. срыгивают желчью и Хотя она, кровью по-моему, мне сама в должна рот. знать, где она Я скорее находится. умру, чем понесу это с собой, чем чтобы она меня такой увидела. Я не стану тем, что я видела. Не стану Ларин, не стану Бранкой. Нападет или что? Нет? А куда ты? Подожди, а мне точно сюда? Я сверху, да, кажется, пришел. Она стала одержимой. Это слишком мягкое слово. Святой камень, в ней ничего не... Может мне вниз все-таки? А, нужен ключ. А у Огра ключ-то, да, скорее всего? Он не Герия, кто? Он Огр? А где музыка? Пора в Или этот, как он? Старый этот бородатый алкаш. Оль, топором, блять, колющее движение, сука, хоть... Как? Блять, ну хоть бы они... никогда вообще тут топоры не брал, и впервые такой вижу. Да. Все очень печально. Так, у Огра нет, у Огра нету ключа. Сука, придется идти добывать ключ. Мы пытались убежать, но они нас нашли. Они схватили всех нас, превратили нас. Да, придется здесь ключ добывать. Банамар. Я думал, его давно уже в пыль стерла. Алтарь Легиона мертвых. Где мне ключ-то взять? Это здесь. А, вон. Ключ Легиона.
Ну, кто бы мог сомневаться. Да как А эти ты парни смеешь? крепкие. Их ковырять тоже то еще удовольствие. Ой, высота какая! Опять мышка улетела. А я думал за полчаса управиться. Не, ну тут уже прям совсем близко. Смотри, 1-1-1. 1. Пиздец, вообще, это абсолютно меч нужен. Промах, 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 промах. Да пиздец. Сука, почему она мажет? Наконец-то. Хоть попадать немножко стали. О! Вообще какая-то хуйня. Какие-то непонятные баги. Мужчин они убивают, они милосердны, а женщин они хотят. Такого вроде не было. Трогать, лепить, менять, пока ты не наполнишь. Интересно? Я постараюсь. Они забрали Ларин. Они заставили ее есть остальных наших друзей. Разодрали лицо ее мужу и выпили. О, уже близко уже. Наковальня. Да-да-да, вот я как раз говорю, она где-то вверху. Она начала надуваться. Она распухла и посерела. И стала матка. Матка. Где Бранка-то, блядь? Подожди. Какого хера? Это в пробуждении же должно быть. Или, подожди, или там тоже эта свиноматка. С кучей сосков. Ты научишься двигаться. Да как ты смеешь? Блять, я ее тут ковырять буду 3 года, мне кажется. Встряхиваю. А я могу как-то вырываться, нет? Пора поплясать. Чё за херня, блядь? Почему по одному урону проходит? Я нахуй не пойму. Смотри, 1, блядь, 4, 1. Чё за говно? Как-то наверх нужно прийти, блядь. Пизду. Еще сначала завалить.
Поможет как-то. Слабит ее, я не знаю. А смотри, он ее тоже херачит. Да, по всем вместе надо щупать сначала захерачить. Да ёбаный в рот. Чуть-чуть осталось ее доковырять, блядь. Один 3-9, блядь, охуенно. Охуенный дамаг. Сука, говнище. Мразь, блядь. О, ура, нахуй, наконец-то, блядь. Вот идет Огрен. Так, а что с нее можно взять? Говно. Вот чё потел, блядь, 10 минут или сколько, 5? Или больше? Они берутся Вон, наконец-то, это Бранка. Или это не Потому Бранка? они ненавидят Кто это? нас. Потому они не могут без нас. Потому они забирают нас. Потому они сытно кормят нас. Но настоящим чудовищем становятся не против воли, а по собственной воле. Бранка, любовь моя. Камень наказал меня, друг мой. Я умираю от чего-то худшего, чем смерть. Предательство. Почему она несколькими голосами разговаривает? Спасибо за подписку. ВКонтакте. ВКонтакте же? Да, ВКонтакте. Так. Идем дальше. Глубинные тропы. Чего? Серьезно? На глубинные тропы обратно? Чего-то я не очень хочу. А вон, наковальня пустоты, наконец-то. Да. Да, привет. Игра, да, прикольная, но настоящий РПГ, да, в свое время, наверное, лучшая игра десятилетия просто. Лучший РПГ. Таких больше, к сожалению, не делают, либо их очень мало. Хотя, с другой стороны, ждем Baldur's Gate 3. Ну, там, конечно, больше... как он? Если мы где D&D? найдем, то здесь. Ее врасплох не По принципу. Но все же. Baldur's Gate все-таки тоже биоваровский был. Позвольте, я буду с вами грубоватой, а то у меня все эти реверансы уже поперек горла. Эти не знаю, стоят. правда, Надеюсь, они делают вас или не это они. не смущает? Либо, может быть, Чтоб у меня зад команда облез, старых чтоб я разработчиков. эльфом стал. Бранка. Не читал, не Святой помню, не могу Я сказать. еле тебя узнал. Огрен, значит, ты нашел-таки путь сюда. Надеюсь, путь Это отсюда тоже найдешь. одержимая Бранка. И как же мне обращаться к вам?
стрим идет Ландскнехт уже. последнего лордика, решившего меня поискать, или просто тот первый, кого не смутил перегар Огрена? Будь почтительна, женщина. Ты говоришь с серым стражем. О, дороговатый, должно быть, посыльный. Полагаю, случилось что-то важное. Я, по-моему, голоса у меня на сотню стоят. Ну, сейчас гляну. Нужен новый король. Да. Король с Мором не справится. У нас было 40 поколений королей, и все равно мы потеряли. Я могу, наверное... Вот так вот, да, здесь. Так вот, если совет посадит на трон Так должно быть пьяную получше. мартышку, мне будет все равно. А все потому, что нашу защиту, О, наше привет, величайшее Ярослав. изобретение, Нормально? Чё? зависть армии Всё всего в мира порядке. мы проворонили. Да не просто так, а Всё в отдали порядке. в лапы тем Dragon самым Age. порождением тьмы. Продолжаем. Наковальня пустоты. Начатую То, с помощью чего 3 года древние назад. создавали свои армии из големов и не давали первому архидемону даже подняться. Она здесь, так Все здоровы, близко, что я не её коровьем. чувствую. Вы, небось, Помощь со полагаете, стороны. что после всех моих Это нужна, наверное. Не знаю. вы вот Она так то ли вот корону перелетите сделает, через ловушки и то ли унесете сама под мышкой придет. наковальню. А, ну Какое это наивное смотря... высокомерие. Наковальня находится на другом краю полосы ловушек, установленных самим Каридином. Мы с моими подручными отдали тело и душу, чтобы раскрыть ее секреты. Вот что важно. Вот что имеет неприходящее значение. Если у меня получится, выиграет весь народ гномов, а короли, политики — это все эфемерно. Я отказалась от всего, принесла в жертву все, чтобы добраться до наковальни пустоты. Так, короче, через ловушки до наковальни пустоту. О, пустоты. Наковальни судьбы, блядь. Зачем гнаться за невозможно, если сейчас сию минуту тебе нуждается твой я не народ? сказала, что не в силах добраться. Я не знаю. Я Ее, по-моему, пока говорить вообще добралась. нереально. Каждый день Деньги методом положить на проб и интернет. ошибок я мало-помалу разбираюсь в устройствах Каридина. Есть сегодня? только один путь наружу, страж. Вперед, через лабиринт Есть Каридина. карты, есть Туда, где приложение. ждет наковальня. Собственно, Что с тобой все сотворило это это так место? работает сейчас. Я помню, как женился на девочке, Я уж с не которой помню, как последний минуту раз поговоришь, терминалами и какими-то видишь всю ее пользовался. прелесть. Я ваша совершенная. Так, короче, что там дальше требуется? Наковальня пустоты. Избежать ловушек, добраться до наковальни. Бранка обманом заманила вас в комнату полную ловушек и заперла там. Похоже, Бранке не удалось обойти эти ловушки. Она хочет, чтобы вы сделали это за нее. Пути назад нет. Вам нужно пробиться вперед к наковальне пустоты. Так вот. Так, слушай, давай я, короче, предлагаю сделать следующий финтушами. Время уже 22:20. Давай сделаем перекур на пару-тройку минут. Я сейчас вам еблетик самый. Как бы встать, чтобы видно было. О, бурятский пчеловод. Вот, и... Ну как долго? Сегодня буду, ну, наверное, час еще, потому что сейчас преодолеть пока ловушки, потом сразиться с големом или с Бранкой, потом этот, чё, Хрумонт, этот или не Хрумонт, как его, короче, терки Хрумонта и Белина еще уладить в общем итоге. Вот, но, короче, гномов я сегодня хочу закончить. Вот, прямо вот совсем. Гномов сегодня надо закончить, этот Арзамар. Так что давай это... 5 минут и
И вот, у меня шнапс, потому что время 22:20, в принципе, можно отважного шнапс хряпнуть уже. Время позволяет. В общем, так, где моя отбивочка? Где моя отбивочка? Объявляю перекур.
Ну, до утра-то, конечно, не выйдет. Все-таки я что-то без 28 начал. Я надеюсь, за свое длительное, так сказать, отсутствие объемным стримом реабилитировался. На следующей неделе, напоминаю, будет Assassin's Creed Odyssey, интерактивный тур. Так сказать, Гамгунис обучающий. Так, ну что, в принципе, уже дело ближе к ночи. Впечатлительные беременные дети, наверное, уже отправились спать. Так что монетизация стрима на ютубе уже автоматически, мне кажется, включена. Уже будет за всякие высказывания. Поэтому как-то уже все равно. Можно отважных напитков выпить уже. Так. И давай, наверное, продолжим уже. Оп. А чё? Слушай, у меня чат, что ли, подвисли? Чё? Вроде не должны. Так, ладно. Так, ага, погнали. Я перекур-то не убрал. Все, вот теперь погнали. Так, и сейчас вообще сегодня мог случиться у некоторых некий легкий диссонанс. Потому что на ютубе, на втором канале, одновременно со стримом состоялась премьера записи GTA Vice City. И некоторых, вот как я уже сказал, легкий диссонанс мог случиться. Как это там и тут показывают. Их нельзя изучить иначе. Я запускала их. Так, о, тут, по-моему, с призраками что-то будет или нет? Загадки, головоломки. Не-не-не, тут пока просто проявить. Генлоки, гарлоки. Прочие сволочи. Слушай, у меня назрел резонный вопрос. Я за женского персонажа никогда, вот вообще ни разу не проходил. Проходил я драконью кость, наверное, раза 4. Примерно. Устроить заварушку. Плюс-минус. Вот, проходил 2 раза за мага и, по-моему, 2 раза за воина, да. Всего, наверное, 4 как раз. За мага и за воина. За мужика. А за женского персонажа не проходил. И резонный вопрос. Кто будет рожать? В конце, ну все мы помним то, что чтобы окончательно завалить архидемона, вот, серый страж, типа, либо должен пожертвовать жизнью, либо Мориган сотворит свою хитрую черную магию, вот, и поселит душу этого архидемона в своего ребенка. То есть понятно, то, что если играешь за мужика, ты как бы там заделываешь. А если ты играешь за лесбийскую эльфийскую бабу, заделывать кто-то будет или что? Я так не согласен. С Морриганом полесбияничать, по-моему, нельзя. Можно с Лилианой, кажется.
смотрит, как вообще. Не из этого лагеря. Големы. А нет, труп порождения. Я думал, из големы что выпало. Так, ух ты, а что так далеко? Коридин, наковальня пустоты. Так, ну, наковальню я совершенно четко намерился... О, труп гнома. 5 серебришка. Наковальню я совершенно четко намерился оставить себе. О, Вов на Twitch пришел. Привет тебе. Так, нужно перекрыть газ, что ли? Так. Вы закрываете клапан. Вы закрываете клапан. Они по очереди, кажется, да? Да, они, как кажется, по очереди все-таки оживают. Монитор. Какой, Вова, монитор ты прикупил? Я вот себе тоже смотрю монитор, я что спрашиваю. Вот, и что-то все никак не выберу себе. Трупы не шмаю. А, да что-то заговорился. Что-то заговорился и перестал лутать. А сейчас это с големов что-то залутаем. Че, ваше здоровье, господа. Ну, за победу. В том числе. Ой, ты что-то надоело, мечей уже. Я тут за 2 дня 20 или 25 пакетов чая выпил. Сколько можно? G. А, ну IPS это хорошо. Хорошо, хоть это не темовское. Насчет то, что лыжи, хрен его знает. С ними такая история. Осколок. Осколок льда. Это лириум тоже не нужен. Короче, из голема ничего толкового так и не выпало. С гнома может быть щит. Так, теперь прям супер аккуратно. Видишь, там ловушка. Где ловушка? Ловушка с лезвием. Вижу. Обезвредить. В смысле? А чё? Я же обезвредил. Что пошло не так? Дайте мне до них добраться. Урон, конечно, вообще дико маленький. А вот где один вылетает, это мой. Хоть 40 серебра хотя бы. Так, ловушка с лезвием. Прелестно.
Они все равно, они в любом случае живут или что? Ну, типа, да. Какой уровень, я не знаю. Где пишется? 10-й у меня уровень, 10-й. Грязный бомб нет, не действует. Со спины, по-моему, тоже этот бонус не действует. 6-1, ну, нормально вообще. 1-1, вот это мое. 1-2 это мое. Он 6 вылетел. Ничего интересного с них не падает. Вообще он абсолютно. О, сапфирчик есть только. Продать потом. С призраками это сделать? Да, вот, по-моему, с призраками еще это крутелка. Вертелка. А если сзади к нему подойти? Теперь не победить. Что делать? Промах. Просто. Ой, красота какая! Красота какая. Тебе не выстоять против моей магии. А чё он встал? Ты поплатишься. Почему они стоят? Товарищи! Вы чё, блядь? Ты научишься меня бояться. Вы, может, как-то будете биться там, я не знаю. Разъяренный дух. О, слушай, а призраки оглушаются. Я что-то не то, по-моему, сделал, да? Надо ждать переворота, да? Смотри, а чё они меня не атакуют, блядь? Чё за баги? Вообще какие-то непонятные. Блин, когда проходил, вот для себя у меня такого не было, у меня они не зависали. Да вот направляю. Их надо успеть завалить, что ли, или что? Не давать им пощады. Ты научишься меня бояться. Так.
Давайте. Беритесь. Дружитесь. Надо успевать, что ли? Ну что? О, Создатель! О, наконец. Разозли меня. И попросишься. О, хорошо бы. О, нормально. А, блядь, встань ты, сволочь. Легче некуда. Они опять стоят, что ли? Дебилы. Вот хоть это, шевелиться начали. Хватит. Да ёбаный ты в рот. Хоть достоинство сохрани. Сука, ебаные баги. Как пожелаешь. Давай с этим кончай. Зачем он? Что ты делаешь, Огрин, блядь? Не давать им пощады. Сейчас будет забавно. Пришел твой смертный час. Да, я уже понял, то, что я не глюк словил. Да, я понял, то, что вот этими вспомнил. Этими наковальнями Ты стрелять. научишься меня бояться. Вот все. Так, а можно как-то помочь, что ли? Что мы обойти не можем? Красота какая! И попросишься. Ты научишься меня Все? бояться. А, вот, две еще осталось. Вот плачущий. Восхитительно. Глупцы. Давай с этим кончать. Так, вот. Похоже, еще сильнее. Ой, блядь. Я готова. Какой же бред, а? Ты научишься меня бояться. Бой! Красота какая! Да я им поведение уже настроил по стандарту, как по умолчанию я поставил. Устроить заварушку! Поглядите, что похожи ваши кишки! Беги, пока можешь. Ёпта. На прорыв. Сука, вот это вот ебень заебала. С ног сшибает. Вот, наконец-то. Бейте их на части. А поднимаются они долго. По-моему, это последняя ловушка, так сказать. Да.
О, наконец-то. Ты почем, Вов, монитор-то, кстати, взял? Сколько это? 21, где это? Сколько? 28 дюймов или сколько? 7? Меня зовут Коридин. Да, когда-то, так давно, что уже стерлось из памяти. Я был совершенным для гномов Арзамара. Если вы ищете наковальню, то просто обязаны выслушать мою историю. Иначе вам придется Кардиган. решить ее на себе. В честь кого начал назван «Перепощади меня». Мне нужна наковальня, чтобы договориться с Бранком. Значит, ты чего-то хочешь? Все чего-то хотят. Хочу. Я жил лишь за тем, чтобы убедиться, что наковальней не воспользуются снова. Теперь я в этом уверен. В смысле? Я С себе ее ее заберу. помощью я мог ковать людей из стали и камня. Гибких и умных, как и любой другой солдат. Объединенные в армию, они были непобедимы. Но я не рассказывал никому о цене. Ни у одного простого кузнеца, как бы умел он не было сил создать жизнь. Чтобы вдохнуть в голема жизнь, мне пришлось забирать жизни откуда-то еще. Похоже на магию крови. Опасный путь. 10 футов роста и неуязвимость. Бывает участи пострашнее. Я предлагал воинам, желавшим защитить свою родину. И многие соглашались. Но королю Валтеру стало мало и этого. Он начал посылать ко мне гномов насильно. Бескастовых и преступников. Своих политических противников. Все были отданы наковальне. Ну, отлично. Мне пришлось самому почувствовать удары молота, чтобы осознать тяжесть своего проступка. Так. Нет. Ковальня могла бы пригодиться. Чтобы найти способ уничтожить ее. Ее нельзя снова пустить в ход. Можно. Нет, наковальня моя. Никто ее у меня не отнимет. Вы, пожалуйста, помогите мне уничтожить наковальню. Не дайте ей поработить новые души. И так на ней немало крови. По совесть вообще, по-хорошему, ее бы в натуре уничтожить, но нам нужна армия големов. Для войны с этими порождениями тьмы. Мне нужно договориться с Бранко, я не стану делать големов. Почему твои угрызения совести должны мешать моему делу? Наш народ на собственном опыте знает, что такое рабство. Разве нет? И вы готовы обречь души других на то же рабство. Я шельфийка. Только вечное. Что вы уши развесили? У нас договор. Вы пришли сюда за мной, а не за ним. Бранко, ты свихнувшаяся, жестокая дрянь. Неужели эта железка столько для тебя значит, что ты даже не видишь, что потеряла ради нее? Ты оглядись вокруг. Разве так должна выглядеть наша империя? Осыпающиеся туннели, полные порождений тьмы, а с наковальней мы вернем себе былую славу. На космодесантника сзади похож. Кардиган, блядь. Наковальня порабощает души, ее надо... Нет, не надо. Ты права, она настолько могущественна, что ее невозможно не использовать. Надо уничтожить наковальню, пока еще есть такая возможность. Не Покуда она существует, в любой день ты или я можем попасть под молот. Помни об этом. Когда я уничтожу наковальню, больше она не погубит нищие души. Наковальня нужна нам, это мой приказ. Я не могу позволить вам это сделать. Ко мне, големы! Защищайте наковальню любой ценой! Кто этот пиздюк, который подписался только что смертный приговор? А тут чьи-то другие големы еще. А, вон, эти махают, все-таки отглючили.
Кто это ржет? Ориган? Тринадцать, 9. Прям вообще лично. Кто их лечит? Есть один. Смотри, один. Кардиган там почти завалили. Бутылька со шваброй. Молди, он как этот, он джедай, по-моему. Похоже на то. Блять, почему он на меня агрится? Можно я за ним просто побегу? А где эта Бьянка, блядь, Бранка? Какого хера? Левел-ап-то будет когда-нибудь? Все, ура-ура. Ничего вообще стоящего не падает. Разве что аптечку взять. Вот эту херню, насколько я помню, надо срисовать. Вы видите большую каменную плиту, обломанную временем, на которой выбиты гномьи руины. Смотреть плиту более внимательно. Эти гномьи письмена похожи на длинный список имен, каждая с печатью дома. Некоторые из названий домов вы узнаете. Внизу списка стоят слова: «Чтим тех, кто принес эту жертву, да будут потомки помнить их имена». Изба еще достаточно глубокая, чтобы можно было скопировать письмена и взять с собой. Снять с плиты бумажную копию. Там к хранителям все равно надо будет идти. Поэтому в целом, наверное, им пригодится. Так, где это Бьянка? Вот она, наковальня пустоты. Наковальня пустоты. Какая сила Она же от судьбы. неё исходит. Ну вот, ты нашла наковальню. Теперь ты счастлива. Теперь пошли в Арзамар, поделимся добрыми вестями. Посмотрите на нее. Она это. Она сейчас корону, по-моему, должна всего выковать. этого. Типа то, что это Наковальня голос. полностью оправдала мои ожидания. Я мог догадаться. Мне казалось, что когда у тебя будет наковальня, ты будешь довольна. Пожалуй, я могу уже начать ею пользоваться. Награда за победу над Каридином. Вам нужна была корона? Или вам уже нет дела до жалких арзамарских королей? Корона от совершенного кузнеца. Такой совет должен принять. Конечно, сделайте мне голема. Можете взять душу Огрина. Все, что я хочу, чтобы мы увидели. Так. Тогда отойдите в сторонку. Корона нужна, да. И я ее для вас выкую. Отдадите Слушай, кому насколько захотите. я помню, еще должен быть турнир. Типа в этом в местном Колизее. Будет ли он сейчас, я с уверенностью не берусь сказать. Сейчас посмотрим. Потому что они же вроде что-то там решать должны были. За что она тут держит? Вот, безобразный кусок горячего металла для украшения пустых голов. Теперь уходите. Мне еще понадобится время, чтобы дойти до всех секретов. Удачи вам в изыскании. Главное, не забудьте о том, что обещали. Наковальня зла Бранка. Вам нельзя продолжать. Так.
Когда Арзамар наконец определится со своим вшивым королем, А пусть вот, он пошлет вот, за то, мной. что я как Когда раз и вы в добивался. следующий Ну, раз нужна поведете армия армию в големов. бой с Големов. архидемоном, их будет прикрывать стена Отлично. железных воинов. Надеюсь, теперь ты счастлива, Бранка. Вряд ли ты поймешь, чего нам стоило до тебя добраться. Заткни уже варежку, Огрин, и убирайся. Найди себе каких-нибудь шлюх, чертов камень. Вот уж не думала, что ты такой приставучий. А теперь уходите. Так. А как выйти? Отсюда можно пропутешествовать? Похоже, вы оба получили то, что хотели. Теперь нам надо вернуться в А, город. да-да-да-да. Рассказать Совет ему нужно, всё. чтобы... Так. Пойдем, пока новый король еще может быть мне полезен. Да. Да что там? Деширы уже столько лет пытаются развалить Арзамар, и до сих пор им это не удалось. Борис, привет. В Вайс-Сити будет... Ну, на следующей неделе давай, наверное, после Одиссеи, после, так сказать, интерактивного приключения, скажем так. После интерактивного тура в Assassin's Creed Odyssey, да, давай тогда Vice-City. Наверное, да, как раз на следующей неделе пару-тройку стримов организуем. Одиссей, Vice-City и что-нибудь еще, может быть, Нуар. Лорды Ассамблеи, призываю вас к порядку. Этот спор ведет нас в никуда. Сейчас кто-то Тогда будет к не чему согласен. тянуть А тут время? можно, Я требую по-моему, в самый проголосовать последний момент немедленно. вообще У поменять. моего отца остался только Вместо один Беллина сын, наследник Хрумяна трона назначить. Эдуканов. Кто посмеет оспорить это? Твой отец на смертном ложе заставил меня поклясться, что ты не унаследуешь от него корону. Старшина, прошу прощения, что помешал, но тут вернулась Серый Страж. Товарищ старшина, разрешите обратиться. Итак, страж, какие вести ты нам несешь? Так. Корону, которую выковала Бранка, совершенный кузнец для избранного ею короля. Бранка жива, только чокнутая, точно наг в дубильне. Она наконец нашла наковальню пустоты и решила остаться в Максим, не... глубинах, Да чтобы не-не-не, работать все, на ней. все, на этот раз точно. Желудок почти Она поручила починен. этому серому стражу отдать ее корону новому королю Арзамара. избранному Я, в предками, принципе, чтобы он впервые в в этом почти тысячелетии здравии, повел так что... армию големов против Мора. Почти твердой памяти. Я хотел бы поверить словам Огрина. Так что но нет, да, всем всё- известно, всё что чётко. Серый Страж наймит Беллина. Работаем. Тихо! Тогда скажи нам, Серый Страж, кого выбрала в короли Бранка? Так, Бранка избрала Хрумяна. Она хотела, чтобы я вручила эту корону по своему выбору. Бранка изобрала из... Наконец-то! Нелепый Выбрала фарс Беллина, окончен, короче. И я могу воссесть на отцовский трон, который принадлежит мне по праву. Столько раз. Да, я сам столько раз от себя слышал. Столько. На мысли себя ловил. Но нет, все, хорош. Расслабляться. 21 год, февраль начался уже, так что все. С новыми силами. Желудок Да назовут тебя хроники чинен достойны. практически. Король Арзамара. Ну а ты признаешь меня Время королем? есть. Я не Работай. могу противоречить слову совершенного. Трон твой, король Беллин. Во, а когда я Тогда за вот мой Хрумяном первый королевский был, указ. Я требую казнить Беллин лорда начал Харума, выебываться и напал, короче, на всех в Стража, совете. взять его! Прикинь. Я сделал то, что ты хотел, где обещанные войска. Хрумон был благородным противником, позволь ему уйти с миром.
Так, будет со всеми, кто выступит против... Так, короче, где мои войска? Я вернусь Где в свой деньги, дворец, Лебовский? чтобы собрать генералов и подготовить наши войска к маршу наверх. Там мы и увидимся, страж. Благодарю за все, что ты для меня сделала. А где турнир в Колизее? Вот это вот все. За Хрумяна интересней было как-то. За Белина прям уж очень как-то скучно. Так, чего? 4 часа стрим идет? Серьезно? Не, ну блестяще точно проявил объемным себя, стримом страж. я Я, конечно, реабилитировался. добился бы трона и без твоей помощи. Но не так легко и не так скоро. Так, ты будешь более сильным королем, чем Харумяну. Трон принадлежит дому Эдукан или Эдукан. Поздравляю, браво, где обещанные мне войска, Я уже блядь? отправил миссию к Бранке. Уверен, что когда ты обратишься к нам, я смогу послать передовой отряд големов. Ты сделал куда больше, чем я ожидал. А потому я хочу вручить тебе и личную награду. Этот молот был любимым оружием моего брата Триана. Возьми его в память о том, что связывает тебя с Арзамаром. А теперь у меня дел по горло. Если тебе больше от меня ничего не нужно. 10 лет практики стримов, вот откуда. Еще и не такие были. Еще очень более объемные были. Так, что от него еще нужно? Что ж, буду считать, что ты меня поблагодарил. Я хочу, чтобы у одной из этих больших статуй было мое лицо. Почему нет? Так, ладно, короче, Удачи, я наверх. страж. Да Возвращаемся. сокрушим мы обоих наших врагов. А, подожди, я ж еще здесь не это, как его? Не все сделал в Арзамаре. Уровень повышен. Так, давай ловкость, хитрость. Не-не-не, Максим, можешь готовить это превью на интерактивный тур, можешь написать там даже Гамгунис образовательный, и все нормально будет. Так, а я даже не знаю, на что очечи-то потратить? На что нельзя, блядь? Не хватает минералов. Я постараюсь. Так, короче, где дневник? Вот, в Арзамаре у меня еще есть помочь брату Беркуту открыть церковь. Так, брат Беркут хотел бы открыть в Арзамаре церковь, которая будет нести гномам песни света, но для этого ему нужно разрешение летописцев. Вы сказали брату Беркуту, что замолвите за него словечко перед летописцем, хроник которого можно найти в квартале Знати. Найдем. Передать просьбу Дагны в круг магов. Пойдем, передадим. После уже в следующем стриме. Убедите отца Зерлинды принять ее обратно. В трущобах ты познакомился с Зерлиндой, молодой женщиной, не имеющей и гроша за душой. Когда-то она принадлежала к касте шахтеров, но родила сына от неприкасаемого. И родные открестились от нее. Теперь она лишена всего и очень одинока. Ты сказала, что попытаешься убедить ее отца Ордела принять ее назад, чтобы они с ребенком смогли вести нормальную жизнь. Ордел часто бывает в Арзамарской таверне Кабачики. Записи големов. Найти того самого, кого заинтересуют записи. Это все к летописцам. Я так понимаю. Ну, хорошо. О, выдал, блядь, на одном дыхании практически. Но сейчас уже время-то позднее, можно немножко допинга принять, так сказать, за победу над гномами. Живительного отважного шнапса. Серый страж, ты произвел впечатление. Да, Чтобы я чё ты услышал хочешь? этот рассказ из третьих рук, я бы Во, счёл, что это завербовали ложь. легион тьмы этих. Страж, благодаря тебе у нас теперь есть король. Остальное тоже впечатляет, но легион больше всего благодарен тебе за то, что у нас опять появился вождь.
Теперь мы сможем драться с Как там порождениями это тьмы было? как следует. Так, с Мором будете Нет, наше сражаться? место здесь. Когда ты переломишь Там хребет песня-то Мору, была а этим уж с этим делом ты справишься, шагом вступает мы легион, да? позаботимся о том, чтобы нечисти было некуда отступать. Мы будем в твоем распоряжении, хоть и не напрямую. Большего не мог бы добиться ни Спаситель, один да, наемник. да, точно. Максим прямо вообще в точку. Спасительный шнапс. Это, если кто не понял, это Kingdom Come Deliverance. Вы нужны нам Твои наверху. слова подкреплены воинским мастерством. Все Кстати, мы здесь, в Легионе, обязались отдать свою смерть родному Я краю. хотел Но если наши жизни просто будут с тут вот большей пользой вчера, наверное, истрачены хотел себе наверху, поставить Kingdom так Come, тому и думаю, быть. пройти, Но поиграть. после победы сразу А вернемся потом в что-то Арзамар. прикинул, Я а ни за почему что бы не мне останусь на наверху, чтобы стрим-то не и не потерять пройти? связи Вот с камнем. только со всеми, с дополнительными квестами. Знают, будет долго, знаю, стримы будут объемными, часов по 6. Но работаем. Реабилитируемся. Зрение у меня -2. Оно нехорошее совсем. Там почти -2, -1,75. Вот, и оно давно уже такое. Периодически у меня очки вот носил для домашнего пользования. Вот, но потом я как-то по пьяни на них сел, когда на плойке в футбол играл, пошел курить, и на диван кинул. Пришел и сел. Так. Надо купить на самом деле, но для начала надо еще к окулисту сходить еще раз, ну, более конкретно. Под это самое. Вор! Кто посмел притронуться к хроникам? Весьма впечатляющий страж. потом Восхождение уже короля Белена на с трон его бумажкой отца от уже занесено в хронике. окулиста. Однако, прошу прощения, ты же не знаешь меня так хорошо, как я уже успел узнать тебя. Я Пойди Зибан, купить очки. летописец хроник. Я еще чем-то могу тебе помочь? То я не знаю, сейчас, ты знаешь, там моды какая-то еще, блядь, желтые очки, в очках там каких-то желтых, я не знаю, чем они. И вообще они просто, как бы, стекла желтые, либо они с этим, как его, приближают, удаляют, я не знаю. Так, у меня есть записи, которые могут тебя заинтересовать. Что это? Список имен? Большинства этих кланов уже давным-давно не существует. Список подлинный? Магазин? Да, Не, клянусь Максим, твоим волосатым в задом. магазине я не Списан хочу. прямо с таблички Я в лучше у крепости врача. Каредина. Там-то Значит, вряд ли очень у врачей это сидят. правда? Слухи о так называемых добровольцах Каредина. Невероятно! Я хотел бы сделать копию с этого списка. У хранителей всегда было в обрез сведений о Каредине и его големах, не говоря уже о таком великолепном свидетельстве. Страж, я надеюсь, этот артефакт из наших архивов будет тебе достойной наградой за труды. Я должен немедля рассказать обо всем хранителям. Хранителям! Немедленно рассказать. Весьма впечатляющий страж. Восхождение короля Белена на трон его отца уже занесено в хроники. Я еще чем-то могу тебе помочь? О, открыть Что за церковь нелепая просьба? имени Бахуса. Особенно для того, кто впервые И в нашем Кокусе, городе. что немаловажно. Я говорю от имени брата Беркута. Сын Арзамара вернулся в город, чтобы распространять песнь. Я прошу, потому что считаю это правильно. Так. О, сын Я так и Арзамара. подумал. Не в первый раз он уже Так, пытается наверное, этого добиться. прикольно не будет. Мой ответ брату Беркелу не изменился, так что и у тебя я спрошу то же самое. На каком основании должен я нанести оскорбление предкам и попрать 2000-летние Я тебе традиции? записи только что принес. Сволочь. Арзамару принесла большую пользу церковная благотворительность, что плохого в том, чтобы позволить ему проповедовать, закупать. А ты предпочел бы дождаться, пока обращать вас в истинную веру придет людская армия? Деус Ультава Мария, блядь. В натуре. Какую благотворительность ты имеешь в виду? Церковь заботится о вдовах и сиротах.
Да, наверное, да. Согласно обычаю, это долг дальних родственников семьи. Но порой у них это не выходит. Хорошо. Он может проводить молитвенные собрания, как Нет, просил, Борис, но не строить новый храм своего бога. стрим идет не только По крайней на мере, Ютубе. эти Нет. речи будет Нет. держать один 4 из площадки. нас. Итак, что Я еще? вижу. Так. Ты не мог бы рассказать мне об истории Орзамара? Больше... все, больше ничего. Я До занесу свидания. этот разговор в хроники. Надеюсь, мне не доведется пожалеть об этом. Так, что у нас по заданию? Па-па-пам. Так, кабачки. О, как раз там все рядом. Там все рядышком. Как раз этому брату Беркуту сообщить то, что он может строить церковь Мини-Бахуса Фокуса. И заодно кабачиком заглянем. Последние новости! Лорд Хароумонт арестован! Брошен в темницу! Как пожелаешь. Как пожелаешь. Совсем чуть-чуть осталось, надеюсь. В течение 15 минут уже закруглю. Осталось сдать 2 квеста. Отправиться в лагерь, сохраниться. И до следующей недели. На выходных, кстати говоря, на выходных будет нарезка. Я ее сегодня уже загружу, оформлю завтра, наверное, и в субботу, наверное, она, скорее всего, выйдет. Вот. По Андраста учит, стриму, что терпение первому есть стриму дитя мудрости. по GTA Но 5 мне не от терпится ноября узнать, 2013 виделась ли ты года с с летописцем? Алексом, нашим самым позитивным, он же Алекс Позитив, вот, он же Супер Алекс Ворлд, и Коляном, он же Коля Зенит, он же Изи Ник, он же Бихаля. О, хвала Создателю! Ты воистину идешь к свету, дорогая моя. Я даже отыскал новообращенного Хорошая среди торговцев. термокружка, Максим. В его лавке можно устроить У меня временную спингвин. церковь. Это Но рядом я с не забегаловкой у кабачиков. Посети первую службу. Посети первую службу. Тут закрыто. Или она позже откроется? А тут бабища была. Ну я у нее квест не взял, и там чувака не нашел. Ну, вернее, нашел, но я не стал выяснять, кто он. На глубинных тропах. Приставка? Какая приставка? Что ты ищешь, чужестранка? Что ты ищешь? Я встретил твою дочь. Встретила. Ты орден? Каким чудовищем надо быть, чтобы выгнать свое дитя на улицу? Так, я встретил У меня твою нет дочь. дочери. Просто одна неприкасаемая утверждает, что 4 была часа моей стрима дочерью. точно есть. Там уже больше, наверное, к 4,5 идет. Так, убедить, если ты не пустишь Зерлинду обратно, она умрет. Что? Думаешь, она пойдет на смерть ради этого? Ей отлично известно, на каких условиях я пущу ее домой. Я вовсе не гнал ее. Я был против ее щенка. Не понимает, что ли, если избавиться от него, то и жизнь наладится. Это младенец, а не щенок. Да нет. А ты сам не можешь делать вид, что твоего ребенка вовсе не было на свете? Придется тебе принять их обоих. Знаешь, скажи ей,
Мы не хотели ее обидеть. 4.37, Просто отлично хотели как вообще. лучше. Прям Ох, супер. да скажи ей, Прям пусть идет домой. очень Мы с матерью для ее ждем, Ютуба не очень сейчас дождемся. полезно. Да и для ВК, и для Твича, и, наверное, немножко для Гудгейма тоже. Ну, хорошо. Прям вообще супер. Завтра статистику сводную по стриму получу. Я надеюсь, там... Ну, конечно, не супер цифры, как ранее было увидеть, но хотя бы какие-нибудь позитивные, сводные. Полезно для мира, да. Не, я сейчас я имел в виду просто для каналов. Полезно. Сводную я после каждого стрима на следующий день получаю. Вы вернулись? Я уже и не надеялась. Общую Что же статистику он сказал? по всем ресурсам. Вот. И в основном она меня радует периодически. Когда я часто стримы делаю. Когда не очень, она меня огорчает. Но надо тут еще думать, то что так. Отец, думаю, Оба. хочет, чтобы Поверить не могу, что вы он это вернулись сказал. домой. О, тут Он еще надо всегда понимать то, отзывался что о не моем все сыне как о каком-нибудь стримами мусоре. смотрят, Он кто-то даже вообще на называл сайте его «оно». Неужели мама убедила его? Статистика Или учитывает это все. сделали вы? Миледи, Что как и- же я вам благодарна. Перевесу Если стрим. мы всем обязаны вам, мой сын вырастет сильным мужчиной и поступит к вам на военную Чаю я службу. ее на Когда он почту подрастет, я отдельно. отошлю его к вам, обещаю. Все, задание выполнено. Можно, в принципе, Навальный Навальный лагерь, блядь. Не бывало. Учитель, сука, меня уже, блядь, заебал. В натуре этот Навальный с Путлером, своими терками, блядь. Везде в новостях вот это вот говнище все. Вот. И я уже сам, блядь. Черным по-русскому написано одно, а мне уже другое чудится. Маг какой-то. Рекрутируем, да? Ездюков. Для Мора нужны все, блядь. То есть скормить просто, знаешь, заляжку. По рождению тьмы. В зубы. А саму... Это самое его. На пику. Так, отправляемся в лагерь, я так думаю. И сохраняться, и можно завершаться. Потихонечку. Так что там это, Максим, телеграм можно к следующему стриму прикручивать уже? Описание там, до-сюда. Можно на следующем стриме говорить, наверное, о нем. Что есть такое по ссылке в описании. Ну, сейчас-то его нет, а в следующем стриме, наверное, Ты будет. же на самом деле не думаешь, что я выгляжу в точности, как моя мать? А ты на самом деле все время только об этом и думала? Мне просто Можно, в принципе, в группе ВК еще написать. Погоди минутку. Что, не, пока не надо еще. Что-то не так? Да все так. Дай же мне хоть минутку, мать твою. Клянусь камнем, мне кажется, что это небо и весь мир вот-вот рухнут мне на голову. Постарайся к этому привыкнуть, нас ждут дела. И это кажется странно. Ладно, привыкай, мне нужно, чтобы ты был готов Уж к если бою. я смог побить ординарца Рандера Волния, опростав перед тем 15 кружек лишайного эля, меня не испугает и такой высокий потолок. Ладно, пойдем. Ну, раз Чтоб не настроить, надо упускать. настраивай. Тогда потом
Как вы Прикрутим. это зовете? Дневной свет. Как настроиться. Огрин одобряет. Так, что вообще по заданиям есть? Арзамар, вот как раз ученый, Эрл Редклифф и разорванный круг. Еще есть премиальный контент. Но это потом. Это все потом. Возвращаемся в лагерь. В принципе. Думаю, уже можно. Ну смотри, за 4 часа, в принципе, Арзамар был одолен. Но мы побеждены. И это только основная. Это вот по основному сюжету. Если... Не понимаю. Ты выглядишь как женщина. Я и есть эльфийская лесбийская баба. В смысле, что за вопросы? Ты выглядишь как женщина, блядь. Ты серый страж. Следовательно, ты не можешь быть женщиной. В смысле, блядь? Феминистки. В бой, блядь. Женщины — это жрицы, ремесленники, купцы и крестьянки. Они не сражаются. Так, это далеко не полный список. Рабочие, солдаты и ашкаари — мужчины. Больше ничего не остается. Если они не хотят быть ни тем, ни другим, ни третьим, это не всегда верно. Некоторые женщины так вот. И что это меняет? Никто не волен выбирать, кем ему быть. Когда мы рождаемся, мы или кунари, или человек, или эльф, или гном. Мы же не выбираем. Размер рук, ум и глупость, земля, откуда мы родом, цвет волос — всем этим мы не управляем. Мы ничего не выбираем, мы просто есть. Новогодний стрим с шпротами, девственным хлебом. Запись, кстати, да, у нас на том, на втором, на первом канале. Да, запись там, она до сих пор есть. Нарезка, кстати, я не помню. Максим, а ты делал нарезку? По новогоднему стриму. С Элисон Роуз, я помню, ты делал нарезку. Или это тот же... Нет, это, по-моему, не тот. А может, и тот же стрим. По-моему, была даже нарезка какая-то. Тоже, по-моему, на Сербгейм. Не помню. Так, мы можем выбирать, что будем делать. Да. Можем ли? Поглядим. Нужно пойти приласкать анус. В смысле, собаку. В смысле, анус. Да. Собака анус. В чем-то. Приласкать анус. Нарезка Ксюши. Ну, значит, он и есть. Я уже забыл. Блять. Так, можно с кем-нибудь потрещать? Они же... Что тебе нужно? Ничего. Неважно. Блять, почему он... Что тебе Да нужно? ничего не нужно. Почему он в лагере начал подвисать? После вылета какие-то лютейшие баги начались. Зачем мы здесь встали? Не обращай внимания, пошли. Как скажешь. Я все жду, что они какие-нибудь вопросы начнут задавать. Да? Периодически они это делают. Что, пришла поболтать со стариной Огреном? Не понимаю только зачем. Да ничего, я в порядке. Так просто. Оса в глаз тяпнула.
Тебе вроде как хотелось о чем-то потолковать. Просто ладно, подошла здрасте. поздороваться. Трансельф. Нига. Бурятский пчеловод при этом, блин. Так, Огрин, Стэн, так, со всеми вроде потрещали. Так, надо с Мориган. Во, и продать хлам у этих товарищей. Чего ты хочешь от меня? Можно еще новости у них послушать всякие. Я ничего не хочу, все. Забудь. Вот. У нас же появились товарищи гномы. Нужно у них спросить, что им нужно. А у меня есть как раз руны. Страж Арзамар послал своих лучших сынов. Немало лет прошло с тех пор, как гномья армия отправилась в битву наверху. Так, вам что-нибудь нужно? Как любой другой армии, снаряжение по первому требованию. Снаряжения много не бывает. Больше всего нам бы пригодились драгоценные камни. Средней ценности, сапфиры и тому подобное. Мы имеем дело с небольшими кузницами. А руны Слишком кому ценные нужны были? камни могли бы вызвать потрясение. Руны магам, по-моему, нужны, кажется. А этим что надо? твоего приказа, Я не, страж. по-моему, ни хера не нужно. Только наши когти и зубы. Позаботься о других своих рекрутах, не то они почувствуют себя неполноценными. А по этому... Я, кстати, тут на Сергуниста вот когда заходил к нам, Вайсити загружал туда. Что-то посмотрел комментарий там к большому стриму, все пишут, типа, до сих пор просматриваю там и так далее, типа. Вот самый крутой этот долгий стрим и прочее. Вот, я не знаю, по нему нарезка была какая-то? Я тебе всегда, Максим, говорил, если не знаешь, что нарезать, и на Сергей. Бери старые стримы, там много чего интересного. Отдать драгоценные камни для гномов. Отдать все сапфиры. Отдать все топазы. Игры. Можно, в принципе, на стриме в эфире, да, но не факт то, что я запомню. Вот, я могу забыть, просто очень много информации бывает. Вот, и в чатах в разных, причем то, что у меня их несколько открыто, и в личных сообщениях приходят. Лучше написать мне в личку ВКонтакте, либо, а еще лучше в группе ВКонтакте, там есть специальная тема, да, вот, можно туда. Почему? Ты про нарезку, Максим, спрашиваешь, почему? Это долгий стрим, который с этим, ну, я, Леха, Колян, Пуканообразный еще там был, вот, по GTA 5 мы играли онлайн, GTA 5 онлайн, по-моему. Так, пойдем новости у них послушаем какие-нибудь. Тебе что-нибудь нужно? О, и руну Уверен, можно мы с моим зачаровать, кстати мальчиком говоря, еще сможем тебе заодно. помочь. Что ж, если тебе действительно интересно, я могу рассказать. Ну рассказывай я пока. родом из Арзамара, знаменитого города Шнапс гномов, спасительный пьем. лежащего под Ваш здоровье, величественными морозными горами. Когда-то я там торговал, входил в купеческую гильдию. Знаешь, такое не забывается. Никогда. Я проворачивал очень удачные сделки. Ну, так с вот, я редкими про этот стрим и говорю, по Ну, ты нему, по-моему, понимаешь, нарезки-то не было. старинные замечательные вещицы. Благородные господа такое любят. Думаю, они напоминают знати об ушедших днях Поэтому их славы. долгому. Вроде бы. Насколько я помню.
Ох, неужели я слишком многословен? Мои извинения. Короче говоря, я оставил свой дом и перебрался жить на поверхность. И надо сказать, здесь я жил честно. Что ж, можем ли я или мой сын чем-нибудь услужить? Покажи мне свои О, давай слухи послушаем. Порождение тьмы напали на Лоттеринг. Не думаю, что всем жителям удалось вовремя Ну, уйти в Лоттеринге... из города. Говорят, они это в напали самом со начале всех было. сторон. Брали пленных, сжигали постройки, а потом ушли так же быстро, как и появились. Интересно, остался ли в живых хоть кто-то? Я слышал, какие-то проповедники собирались идти на юг. Наверное, надеялись найти уцелевших. На их месте я бы на это не надеялся. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Так говорят люди. Понимай, как Я хочешь. слыхал, Эрл Вулф отправился в Денерин Уф, к уф, Тейрну Лагейну. В Вестхилзе полно порождений тьмы, и Вулф хочет, чтобы битва за трон наконец прекратилась. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. А что еще? У гномов тоже новый король. И Так, подумать я только, что этого оттуда? короля тоже посадил на трон Серый Страж. Люди надеются, что как раз так Серые Стражи помогут нам одолеть порождение тьмы. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Что-нибудь слышал? Бан Сиарлик заявил, что поддерживает трон. Это неудивительно, Ну, такой ведь его земли Бан граничат с землями Сиорлик. Лагейна. Я о таком Он не боится, помню. что Лагейн легко расправится с ним, если он не покорится. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Еще что-нибудь слышал? Рыцари Рэдклиффа прибыли в Фералден с А, каким-то они про эту заданием. урну Но, Андраста. как я слышал, люди видят их все реже и реже. Может, они вернулись в Рэдклифф? Скорее, они устали искать то, чего нет, и прекратили поиски. Интересно, что станет делать Эрл Эамон без своих рыцарей? Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Кстати, когда доберемся до Рэдклиффа, сначала будет круг магов, потому что из Рэдклиффа там по-любому нужно будет идти в круг магов, если ты только не играешь за мага. Если ты играешь за мага, у тебя второй маг это Морриган, там можно усилиями обоих, собственно, решить эту проблему. Но если ты играешь не за мага, тебе нужно в башню магов. Вот, поэтому сначала пойдем в круг магов, а потом в Рэдклифф. Такой вот будет план. В принципе, круг магов, башня магов, она не такая большая. Наверное, может быть, и даже в один стрим можно и уместить. Будет, а финалочку оставить на потом и DLC тоже. Так, что еще слышал? Было еще одно вооруженное столкновение, на этот раз к северу от Лоттеринга. И Слушай, Барн я и даже, Лагейн наверное- твердят, что победили, поэтому никто не знает, что там произошло на самом деле. Стримов 5-6 умещу, Ходят а не как слухи, я что обозначил сначала вооруженные 10. отряды встретились случайно. Ну и завязалась драка, чтобы всем. Хотя нет, наверное, Так говорят люди. в 6 Понимай, вряд как ли, может хочешь. быть в 7 или 8, потому что там в Денериме еще придется побегать, поебать мозга, сказать. Потому что там в Эльфинаже куча долго. Вот. Ну и вообще в целом. Ты же не гражданин. Да, не гражданин и не маг. Я разбойник, блядь. И эльфийский эльф, блядь, бурятский пчеловод. Эльф, негр, лесбуха. Причем домашний, блядь, хаус-нигер, эльф. Вот так вот. Вообще без прав, без паспорта и без всего, блядь. Охуительно. Тейрн Лагейн объявил, что участь бана Бронака постигнет каждого дворянина, который впредь нарушит данную когда-то присягу на верность трону. Это разозлило многих. Некоторые банны из тех, кто до этого молчали, говорят теперь, что Лагейн попирает их права суверенных лордов. Сдается мне. Уважаемый будут Борис, еще сражения, только и немало. перед тем, как Плохи дела написать в мне, стране. либо в группе ВКонтакте игру предложить, Так говорят люди. ознакомьтесь, Понимай, пожалуйста, как с хочешь. плейлистом.
точнее, со списком плейлистов, ну, хотя бы в той же самой в группе ВКонтакте, когда заходишь в видео, там в алфавитном порядке игры все, я все создал, я все упорядочил, там плейлисты в алфавитном порядке игры стоят. Вот. Хотя некоторые я хочу перестримить. Например, «Ходячие мертвецы». Потому что 3-й сезон, по-моему, полностью не был пройден. И был пройден вообще не мной. 2-й сезон точно. И 3-й начало тоже. Не я стримил. А 4-й даже не начинали. Поэтому я хочу прямо с заплывом сделать. Прямо с утра до вечера, то есть по 6 часов на сезон, в день сезон. Вот. Но я к этому должен сначала морально подготовиться. Поэтому за сим я не знаю, когда. Я слышал от одного проезжего, что в Редклифе Но, произошло думаю, что-то ужасное. Может, на город напали порождения тьмы? Весной, наверное. Оттуда давно нет новостей. Мой приятель-торговец рассказывает, что по дороге встретил беженцев, которые убедили его в том, что впереди только смерть. Приятель благоразумно повернул восвояси. Так говорят люди. Понимаете? Какого ржавой башкой, да-да-да. Ай. Ужасные новости. Ужасные новости! Всюду только и разговор, Всюду они! что о сражении на севере между солдатами Лагейна и людьми Бана Бронака. Бан потерпел сокрушительное поражение. Кто-то рассказывает, будто он шел к Лагейну, чтобы обсудить условия примирения. Но я в это не верю. Лагейн ни за что не напал бы на соперника, который шел на переговоры. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Слишком много новостей, слушай. В башне магов на озере Калинхат происходит что-то странное. Но никто не знает, что именно. А храмовники молчат, как рыбы. Именно то, что нам нужно, верно? Будем надеяться, что маги состряпают блюдо, которое станет порождением тьмы поперек глотки. Кто-то же должен это сделать. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Ну нет, почему? Он уж не это, он уж не гей, он уж лесбух. Из Брессиленского леса. Из бразильского леса дошли слухи. Целое племя далеких эльфов растерзали оборотни. Да, это так. О, так это Шия. Привет, еще не блядь. все. Я слышал, часть этих тварей пришла из леса. Такое впечатление, что возвращаются времена Дейна. Не думал, что на свете бывают оборотни. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Ну правильно, 3 локации, ни разу в лагере ни с кем не говорил. Распространяется быстрее, чем мы думали. Кое-кто говорит, что больные уже есть и здесь, в Денериме. Одни говорят, вспышка болезни уже была в городском альфинаже. Другие, что все это выдумки. И все равно об этом даже думать страшно. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Хвала Создателю за то, что порождения тьмы пока еще до нас не добрались. По-моему, в их ордах так же мало порядка, как и у нас. Эти чудовища просто налетают, как саранча. Может, правду говорят люди, что, мол, это не настоящий мор, потому что нет архидемона, который бы вел орды порождений тьмы. Может, эти чудовища и не пойдут на север. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Надо еще подарки Одна раздарить. усадьба здесь, неподалеку, внезапно опустела. Там же Порождения в тьмы инвентаре появились немножко из завалялось ниоткуда и всякого. всех забрали. Ни одного трупа не нашли. Одни рассказывают, Блестяшки, что я они помню, пожирают Мориган свою нравится. добычу. Может, эти твари Ну, и не правда знаю. нападают, когда проголодаются. Другие говорят, что они делают с людьми кое-что похуже, так что лучше бы их сжирали. Анальное Так зондирование, говорят что люди. ли? Что Понимай, там как похуже хочешь. с ними делают? А сколько у Эти тебя новостей-то? мастера из Перл Брозела пригрозили закрыть свои двери, если их не признают настоящей гильдией. Ха! Представляешь, только этого и не хватало. Так говорят люди.
Понимай, как хочешь. Говорят, король Кайлан изменял королеве, а она об этом узнала. Поэтому-то Тейрн Лагейн и бросил Кайлана при Астагаре. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Здрасте. Царские, блин. Странные слухи дошли до меня на днях. Якобы король Кайлан на самом деле не был сыном Мэрика, а настоящего принца с рождения прячут в Денеримском дворце. Настоящий принц-то у нас Надеюсь, они Алистер, каждый день насколько мы кормят его помним. пряниками, чтобы малыш был доволен. Может, он слабоумный, а может... Его же в это, как у храмовники, Представляете, что засунули. будет, если настоящий сын Мэрика окажется магом? Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Я часто слышу рассказы о том, что мертвецы выбираются из своих могил. Ну это в Не Рэдклиффе только как раз люди, вот это вот херь. но и животные. Вчера один фермер рассказал, что дочкин котенок, похороненный за амбаром, ожил и с громким мяуканьем, как ни в чем не бывало, выбрался из могилы. Перегрыз Его дочь ей так радовалась, что-нибудь? а потом котенок откусил ей палец. Смутные времена настали, говорю тебе. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Смутное время. Мор уже распространяется в северных землях. Я говорю о болезни. Сегодня я своими глазами видел на 3 дверях красные кресты, которые свидетельствуют о том, что в их домах все Да, умерли. по всей видимости. Если Он за Терн и всех. Банны и дальше будут воевать друг с другом, Д'Артаньян. скоро в стране не останется никого, кто смог бы остановить Мор. Он А Уньян. порождение тьмы тем временем идут себе на север. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Понимай, как хочешь. Понимай, как Ходят знаешь. ужасные слухи о том, что серые стражи — воплощенное зло, и что они поклоняются архидемону. Сектанты. И что именно они принесли на нашу землю Сатанисты. мор. Им было не по нраву, что нужда в них отпала, поэтому они призвали архидемона, послушного их приказам. Если это правда, многое становится понятным. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. А это Эрлесса Изольда, молодая орлесианка, ставшая Кто такая женой Эрлесса Эрла Изольда? Эамона. Говорят, она пыталась отравить мужа, чтобы выйти замуж за его брата, Банна Тегана. Святая правда. Так говорят люди. Бан Понимай, Тигарь. как хочешь. Сколько у тебя, блядь, Говорят, новостей-то, в трактире пиздец. Накопилось «Северная за 3 подают локации. пастуший пирог, За начиненный 2. ничем иным, как пастухами. Да. Мол, хозяину трактира не нравится, что стада пасутся слишком близко к его полям. Да, точно, сначала Так шкельфом. говорят люди. Понимай, как хочешь. Подожди, а чё первые два стрима я делал? Ну, второй стрим у эльфа. А первый стрим что я делал? Помню. В Лотеринге, по-моему, шарахал. Только до Лотеринга доходил, точно. Не знаю. О, что наконец-то тебе у него сказать. закончилось все. Ничего дельного не могу придумать. Так, короче, давай дарить подарки. Блять, почему в лагере он начал подвисать? Давай дурить подарки дурить будем. Подарки. Всем подарки. Так. Так, что мы имеем? Серебряный медальон. Медальон нравится, по-моему, как раз Анусу нет. Мориган. Спасибо. Да. И Это наводит на нравится. размышления. Прекрасный подарок. Спасибо. Звездный белый срез. Своеобразный это напиток. Напиток Огрину. Браслет. Любопытно. Нравится, да. Ожерелье ей Любопытно. нравится, по-моему. Так, Огрину... Клянусь своими предками, это чудесный подарок. Плоский черный камень, на котором высечена священная серебряная руна. Руны у нас, по-моему, Стэну нужны, что ли? Не ожидал. Немножко. Спасибо. Так, одеть бы еще этих товарищей. С кем я хожу вообще? Почему у них они вообще не одеты никак?
Так, +1 к магии. Бабе мороженое, детям цветы. Да, так точно. Так точно. Так, 1 к магии. Ветви дуба. Давай, да, давай с ветвью дуба походи. На Диане Морриган такая оставим. А вот провидица есть. Смотри, прям 2 к магии, 10 урона. Тут, смотри, к силе воли, к магии, к броне. О, так вот и возьмем. И бессисечные. Львиная лапа есть. Сапоги такие, да. Корону от сил природы, корону от холода. А хер его знает. Давай от сил природы, наверное. Или от холода. Пускай от холода будет. Амулет боевого мага. Талисман всего. Воли. Или воли надо что-то, чтобы у них было. К защите, отразить враждебную магию. Устойчивости, к устойчивости к огню. Так, это ремень. Так, амулет оставим. К устойчивости к огню, к атаке. Ну, давай к устойчивости, наверное, сделаем. Талийская. И кольца. Всякие разные. Восстановление здоровья в бою. Пробивание нет, к пробиванию брони это не надо. Урон от духовной магии. Памяти какой-то. Пояс гарантированного уклонения. По всем характеристикам шансу... Так, это я себе оставлю вообще. Пояс гарантированного уклонения. Или нет? Ладно, давай. Дадим. Так, ческу восстановление здоровья в бою, к лечащим эффектам, к пробиванию, к восстановлению выносливости в бою, к урону от критических... Нет, так, это не то. Вот от духовной магии давайте нацепим. Эти кольца вообще нет. Так, Алистер, что тебе? Пробиванию брони. О, это вот тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что еще ему? А у него комплект или ни хера не комплект? Серый чугун. Сталь. И перчаток нет, да? Перчаток нет, ладно, пока тогда оставим так. Зато можно поменять щит. Да. Амулет. Урон от огня. Любишь играть в компьютерные игры? Так говорят люди, понимай, как хочешь. Работа такая, да. Восстановление здоровья вне боя. 1 к броне, к устойчивости к силам природы. К защите, к шансу отразить Так, психическую устойчивость. К магии духа. Так, где там к броне или к чему там было? Ушак. 4 к атаке. Хорошо. Кольцо чего-нибудь. Вот, к пробиванию брони. Вот так вот. Так, дальше у нас идет Агрен. У Агрена не... Так, то броню-то ему... Ой, в смысле, да, броню оставим, а вот амулеты можно как что-то такое. 6 защите. Давай, наверное, так. А вместо пояса у нее это, какого, фляга.
Но это тоже кольцо так себе. Так, все, можно, наверное... Большой бонус к магии. Можно продать? Если я могу что-то для тебя сделать, прошу, скажи. Товары. Уверен, тебе понравятся вещицы, которые мы собрали. К тому же я дам тебе скидку. Товары. Кстати, в в топорик-то можно руны вставить. Еще раз повторяюсь. А чё продать можно? Давай нахер амулеты вот эти. Вот это вот все продадим. Прям собачьим. Оно что-то не особо нужно, как бы. Ой, единственное... Эти вот красные вещи надо восстановить. Да, вот кровавый дракон. Вот истинного короля. Вот это вот все. Я что-то понатыкал. Да. Там, в принципе, потом Алистеру все это дело накинуть. Так, 75 золотых. А что можно купить? 113 стоит. Отлично. А, вот, для руны 2. А у него нету. Ни хрена у него нету. Вообще вот просто ни черта. А, вот, есть этот. Шлем кровавого дракона есть. Перчатки дракона. Это, в принципе, это комплект, но там 38 единиц силы нужно, а у Алистера, по-моему, столько нету. Ни хера. Давай глянем, что у него по силе. У него 30 только. Да. Здравствуй, Жека. Dragon Age Origins. Dragon Age начало. Драконья кость. Если угодно. Так, я хотел глянуть руны. Какие там руны вообще остались? Точнее, есть. Руна мастера. Отразить враждебную магию, урон от электричества, урон против мертвецов, физической устойчивости, к урону против порождений тьмы, Ты и твои друзья Может быть, у тебя какие-то есть другие руны? Мне просто 2 руны нужны. Уверен, тебе понравятся вещицы, которые мы собрали. К тому же я дам тебе скидку. Я дам тебе скидку. Бля, что-то подзависает, пиздец. В лагере. Книга о физическом развитии. О, 22 голды. Охренеть. Так, руна. Подмастерье к шансу отразить враждебную магию. Урон от огня. О, плюс 5 урон от холода. 13 голды. Ну, в принципе, можно. И урон от электричества еще заодно. 2 в одном, да? Замечательно. Ну, тут всякие подарки, но это уже потом этим будем заниматься. Он может зачаровать оружие. Колдовство? Так, мне нужно заколдовать. Колдовство! Ну да, тут 2 только. Где тут? Вот, лед и молния, плюс 5 от холода и плюс 5 от электричества. Принять. Вот так вот. Я правда... А, не, слушай, оно работает.
Вот он, и электрический холод. Он работает. Отлично. Хотел с Морриган потрещать чуть-чуть. Я жду твоей команды. Да. Я думал, она что-то скажет. Ну ладно. В принципе, маршрут понятен и ясен. Следующий стрим в башню круга магов. Вот. Будем, собственно, там буянить. Так, может быть, очко распределить можно куда-то. 2 очка целых. Так, удар ниже пояса, смертельный удар. О. Персонаж наносит атаки без перерыва, значительно повышая скорость атаки при этом. О, вот это вот нужно. А больше я не знаю, что. Прелестно. А, это способность активная. Ну, пускай так. В принципе, нормально. Да не, все, заканчиваю, правда. Просто разбирался со всем этим делом. Ну, нужно было разгребсти вот это все. Сохраняю. 1, 2, 3, 7. До этого было 7 часов ровно наиграно. За 2 стрима 7 часов наиграли. Сейчас наиграно у нас в общем итоге 12,5 часов. То есть 5 чего? 5,5 часов? Да не, я вроде все правильно. 5,5 часов плюс. Нормально. Точно реабилитировался. Так, ладно. В общем, стрим следующий у нас выходные нарезка по стриму 2013 года с Алексом нашим позитивным, еще раз напоминаю. А на следующей неделе интерактивный тур Assassin's Creed Одиссея. Будем образовываться, слушать про древних греков, про их быт, военное дело, культуру, архитектуру и прочее. Дальше в Vice City, и, может быть, еще L.A. Noire на следующей неделе умещу, но думаю, все-таки умещу. Вот, а дальше видно будет, посмотрим. В общем, да. Спасибо всем пришедшим, кто, особенно кто с самого начала тоже смотрит все 5 часов, блядь. Вот, и присоединившимся по ходу отдельная благодарность тем, кто посмотрит этот стрим уже в записи. Все 5,5 часов осилят. Вы большие молодцы. Вот. За поддержку тоже благодарность. Вы там не думайте ничего. Я прислушиваюсь там ко всем донатам, которые не стримовые происходят, хотя они в основном и происходят. Я все читаю и делаю себе пометочки по поводу их. Так вот. В основном игры, конечно, оттуда берутся, они не из моей головы, они оттуда, от ребят, которые поддерживают уже, посмотрев запись.
так сказать, очень большой пласт аудитории смотрит стримы именно записи, просто потому, что стримы происходят непонятно как, непонятно поскольку, непонятно когда. Вот нет четкого расписания, поэтому ребята смотрят записи, ребята в записи поддерживают, и все у нас хорошо. Вот такие вот товарно-рыночные отношения, можно так сказать. Ладно, в любом случае, всем спасибо, вы крутые. Я прощаюсь до следующего стрима. Берегите себя, болейте. Пока-пока.